Хочу передать привет. Коля, привет. Мы не стали Битлз, но, слава богу, я не Стинг. Гири Гантеля. Его поведение – поведение человека с бензопилой. Сложно, держитесь. Я просто люблю танцевать. Несложно, тем более держитесь. Человек может оставить после себя гены, либо мемы. Меня обманули. Ничего страшного. Тизер готовый, да. Антон, у нас уже было интервью ровно 6 лет назад. Сейчас у нас появилась возможность сделать про Кровосток подробнее и пообщаться не только с тобой, но и с Фельдманом, твоим партнером по группе, твоим другом и соавтором. Поэтому наш план. Мы 2 дня сидим и болтаем в разных местах. Важная деталь. Тогда мы общались на «вы», но поскольку мы уже знакомы, у нас есть там какая-то история отношений, мы перешли на «ты». Не соврал. Все абсолютно так. Опиши Фельдмана несколькими словами. Диме присущи многие хорошие качества, не хочется как бы тут банализировать. Дима, он очень умный человек. Одним словом опишу. Я правильно понимаю, что Дима не просто еще один участник и еще один основатель Кровостока, но и он твой друг? Да. Не все понимают феномен Кровостока, но при этом поклонники Кровостока, считается, что среди них огромное количество очень интеллектуальных людей, которые в том числе могут очень хлестко формулировать, почему им нравится Кровосток. Могу я сейчас зачитать несколько комментариев из самых разных видео, будь то ваши клипы, будь то ваши треки, будь то обзоры на Кровосток и комментарии, а ты просто оценишь, насколько с тобой резонирует такая формулировка. Придется чуть скромность, правда, отбросить, но вот ровно на пару минут. Творчество Кровостока — это как лечебная грязь. Вроде испачкался, но как полезно и приятно. Ну, если отбросить скромность, потому что лечебная грязь очень крутая вещь. Я бы, хорошо, допустим, если мы на одном уровне, то спасибо, да. Кровосток — это Россия без глушителя. Скорее, это Россия без глушилки. Кровосток — один из немногих русскоязычных коллективов, который читает русский рэп, а не рэп на русском. Сложно сказать, не буду спекулировать по поводу прилагательного «русский» ни в ту, ни в другую сторону. Лучшее, что смог сформулировать. Группа разбивает розовые очки слушателей, устраивает экскурсию в теневой мир маргиналов, который объективно существует параллельно с миром обывателей, и рассказывает крайне специфические грани характера этих самых людей. Да, но только не разбивает очки, а очень нежно на секундочку на лобик надвигает слушателя, чтобы он это все отсмотрел, а потом, зачем разбивать очки кому-то? Временно приподнять. Временно приподнять. Мы в Брюгге. Вот там, за углом, есть площадь, где в Средневековье работала первая биржа в мире. Ее организовала местная семья Ванденбурса. И слово «биржа», «бурс» в английском и французском языке происходит как раз от этой фамилии. Здесь собирались купцы со всей Европы, которые, помимо прочего, торговали векселями, облигациями и страховками. Тут же работали нотариусы и суды, а трактирщики выполняли роль посредников и знакомили друг с другом купцов из разных стран Европы. Нетворкинг того времени. Средневековый город. Когда начинался дождь, торговля перемещалась вот в это здание. Здесь находился отель семьи Ванденбурса. А для начала и окончания торгов использовали колокол. Эту традицию до сих пор поддерживают на Нью-Йоркской фондовой бирже. От старых денег к новым. Первые криптобиржи появились в начале десятых, а сейчас это уже гигантский рынок. Выбор вариантов огромный, поэтому важно внимательно выбирать площадку для обмена и хранения крипты. Биржа XMO.me работает с 2014 года. За 10 лет там зарегистрировалось более 1 миллиона пользователей, ежедневный оборот более 60 миллионов долларов. Биткоин в последние месяцы стремительно растет. В марте его курс обновил исторический максимум и впервые превысил 72 тысячи долларов. Это на 70% больше, чем в начале года. Если вы только знакомитесь с криптой, рассматриваете ее как инвестицию и верите в рост популярных монет, через XMO.me их легко покупать всего в 3 клика. А пополнять и выводить можно через российские банковские карты и через СБП.
Биржа работает только для жителей России, Беларуси и Казахстана. Проект локализован специально, чтобы избежать риска блокировки и потери активов. Всего на бирже доступно более 120 торговых пар. От биткоина и эфира до популярных сейчас мемкоинов. Плюс вы можете получать вознаграждение просто за то, что храните свои активы на бирже. 5% годовых за биткоин и эфир, до 9% за стейблкоины в USDC и USDT, курсы которых привязаны к доллару. Также доступна торговля с плечом, то есть с использованием заемных средств. Если верите в курс биткоина, то с этим инструментом можете увеличить и риск, и вознаграждение. Пользоваться XMUMI очень удобно. У платформы есть мобильное приложение, через которое можно быстро совершать сделки. А если у вас возникнут вопросы, в приложении работает круглосуточная русскоязычная служба поддержки. И с вами будет общаться не бот, а сотрудник биржи. Все подробности и welcome бонус по ссылке в описании. Сейчас для всех новых пользователей действует специальное предложение. 65% годовых за первый месяц в программе Earn при покупке вот этих монет. И 10% за купленный эфир. Вперед! Вперед! Ну вот если ты видел этот мем с Уильямом Дефо, Че ты, как сам? Ничего, пойдет. Как тебя зовут и чем ты занимаешься? Уильям Дефо, там, туда. Безработный, что ли? Рот закрыт, погоди, ладошка пощечину не должен. Все понял, старший, не обессуй. Расскажи нам, сколько стоит. В общем, Дагестан — это сейчас это лучшее, что в русском на языке пике происходит. вообще как бы улучшение, привнесение нового. Но язык же должен быть живым, как бы, если он уже не мертвый, как латынь, как бы. И в этом смысле новые люди, которые его, может быть, не до конца хорошо знают, они его очень сильно обогащают, на самом деле. За счет этого он меняется. Ну вот дагестанцы, как бы, они же, ну, это же... Ну, не один народ, там куча, много, да, и у них у всех есть свои языки. Русский для них, ну, язык общения. Общение между Как собой, бы да. между собой, да. Часть из них деревенские, как, ну, и российские, ну, деревенские тоже чуть по-другому говорят. В общем, это создает абсолютно... И из-за того, что их вообще много, как бы, и... Ну, в России среди, ну, как бы нас и вообще в инфополе, видео. Это все же входит, люди начинают тоже так говорить, ну, не знаю. Ну, вот, например, форма, что человек что-то имеет, как бы, значение у него есть. Ну, там, честь, например, или машина, что угодно. Это оттуда, по-твоему? Это не перевод с английского? Мы так раньше не говорили. Не обессуй красиво. Не обессуй, да. Значение не обессудь. То есть они делают такую инъекцию, Они делают то, что делал инъекцию жизни. Бабель там, в каких-нибудь своих первых одесских рассказах. Ну, то есть они очень приятные, как бы чуть снаружи оперируют на русском языке, приятно его видоизменяя, деформируя и придавая сложности, часть из которых останутся потом. Вот. И все это прикольно. Они говорят, что стало? Ну, в значении, что случилось, как бы. Это довольно смешно, но я имею в виду... И это войдет, как бы, и раньше так не говорили на русском, и это очень прикольно. Мы заговорили об этом, потому что мы вспомнили про уральский говор. И я просто делился тем, насколько меня это вдохновляет. Вам нравится изучать язык так? Ну, в принципе, языки интересная вещь. Ну, как изучать, это громко сказано. Как. Ну, в принципе, да. Нам нужно было выбрать нейтральную территорию, и мы в итоге выбрали Израиль. В том числе потому, что вам хотелось сюда приехать. Ну, мне интересно приезжать сюда, потому что, ну, Израиль не чужая мне страна, и я здесь часто бываю, и в свое время я здесь прожил, я думаю, около 2 лет. Это было в начале 90-х, с 90 по 92 год. Твоя мама живет по-прежнему здесь? Родители. Насколько я знаю, их жилище пострадало во время атаки Хамас в октябре. Да, да. Ну, во время, да, этой атаки их квартирку немножко посекло какой-то шрапнелью, но они, слава богу, в полной безопасности. Вот. И хочу передать привет мама, папа, здоровья и все проблемы как-то быстро решить. Люблю вас. Да, ну все хорошо, страховка получена, косметический ремонт сделан и мебель частично обновлена. Они живут на юге Израиля. Они живут в Ашкелоне, да, это юг Израиля. Ашкелон — это ближайший большой город Газа. Да. Как они восприняли все, что произошло? Это же совсем близко. Ну, они местные уже как лет больше 30, поэтому спокойно, более-менее, насколько это возможно. Вот. Ну, и у них там есть, собственно, это вот оборудованная комната бомбоубежища, и с точки зрения безопасности, в общем, все в порядке. Но, в принципе, конечно, это не идеальный расклад для старости, вот, как по мне. Но тут уж
Что поделать? Ты прожил тут только 2 года. Да. Почему? Ну, как-то показалось достаточным. То есть это немножко тоже не мое место, чтобы вот жить здесь всегда. Ты 20-летним, получается, уехал сюда. Да. Ну и в Москве стало интересно, и как-то началась жизнь интересная. И, в общем, я перебрался назад, вернулся. Какую книгу вы читали, пока летели сюда? Я, честно говоря, у меня с чтением последнее время проблематично. Я в основном слушаю, из такого умного, познавательного, не из мусора информационного, какие-то лекции на YouTube. Дима, ты читаешь? Да, но тоже больше аудиокниг в последнее время. Читать, какой-то фикшн, это типа, наверное, общее, как с пивом. То есть это все констатируют, что там после какого-то времени, неинтересно После читать какого-то фикшн. возраста, да. А с пивом также? Я не знаю, я вообще не специалист, но говорят, что после 40 как-то пиво менее интересно людям, как правило, чем до 40. Это так часто бывает. Да. У меня в 35 это случилось. То есть в какой-то момент это происходит. То есть пиво, оно остается позади. Либо немного стало молодежным, да. Вот, я читал Иосифа Флавия «Иудейскую войну», 2 книги. Это было хорошо, интересно, познавательно, всем рекомендую. В общем, Дюма курит, он очень крутой. Там очень яркие, очень кровавые, очень веселые и очень драматичные события описываются. С полным разъебом еврейского народа. И ты понимаешь, что это было справедливо, потому что они очень плохо себя вели. Если что, это говорит еврей. Да. В общем, тогда это было хорошо. Тогда римляне были умнее. Вот, в общем, это была интересная история, и я всем рекомендую читать. Когда ты читаешь что-то кровавое, ты подпитываешься для того, чтобы потом это применять в своих стихах? Я не очень много читаю кровавого. Да нет, наверное. Просто, а какие есть еще истории вообще? Они могут быть либо про кровь, либо про любовь. Предел яркости истории – это ее кровавость, да, конечно. Иначе, в общем... Иначе о чем мы вообще О чем говорим? можно рассказать, да. Про твою жизнь до Кровостока известно совсем чуть-чуть. Поэтому, если ты не против, я несколько уточняющих вопросов задам. Все знают, что Шила с текстильщиков. А с какого района ты? Я из Чертанова. С Шила вы познакомились в художественном училище. Да, после 8 класса и он, и я, мы поступили в художественное училище памяти 1905 года, которое было на Рижской, где и познакомились. Помнишь первую встречу? Настолько нет. Первое впечатление, я понял, что, как крутой чувак, вот. Чуть едкий такой, что-то такое. Нормальный тип. В МАХу уже было повеселее, то есть понятно, что это не просто общеобразовательная школа 8-5-11 в Чертаново, вот. Это все-таки ребята с интересами, были и какие-то из других республик и городов. Причем было странно, можно было там оказаться 8-классником, таким 15-летним, а можно было оказаться уже там 27-летним чуваком после армии, который 3 раза пытался поступить, поступил. И там вот такой был немного такой фьюжн. Все было мило. А потом нас повыгоняли, то есть меня выгнали, а вот с Антоном, я не помню, это он расскажет, не буду И я попал в вечернюю школу рабочей молодежи на Варшавской и стал работать грузчиком в Пушкинском музее. В Москве, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. И так я получил среднее образование. А в вечерней школе был вообще третий еще мир, Это был уже совсем конец 80-х, и там вот просто был класс. Были... все. Там были милиционеры, форцовщики, люди после Афгана, путаны валютные какие-то. Девушка 18 лет и ее мама вместе учились. В общем, там было круто. Вот. И очень весело. И нас не парили, и всем дали аттестат. При этом, учась в вечерней школе и работая, ты 1 день в неделю рабочую просто не ходил на работу. И 1 или 2 дня уходил, по-моему, в 2 часа дня, потому что тебя в школу. И плюс еще месяц там на экзамены. В общем, это было приятно, и так я получил среднее вечернее образование. Получил ли ты высшее образование? Нет.
на этом я понял, что как бы более чем достаточно. Протусовавшись с тобой целый день и, собственно, слушая все, что ты делал, и видя, что ты делал, это, конечно, удивительно слышать. Ну, а что? Ну, я же просто пургомет на тему гуманитарки. Это, зачем для этого высшее образование? Ну, только мешает. Я же не двигатели строю, то есть... Пургомет на тему гуманитарки? Ну, что-то такого, да. Весьма универсально звучит. Так получилось, что мой отец очень любил как-то искусство, и он меня к этому активно приобщал. Я ему очень за это благодарен. Поэтому как-то я с детства бывал на выставках, ну, как-то родители меня водили. Вот. У нас дома были альбомы по искусству разных художников, которые разглядывал и узнавал для себя новое. Потом я ходил в изо-студию при Доме культуры автозавода Ленинского комсомола «Москвич», около метро «Текстильщики». Там меня учил художник, который рисовал мультфильм «Кот Леопольд», Вячеслав Михайлович Назарук. Прям он рисовал его? Да. Или он был одним из мультипликаторов? Он был вот, ну, художник-постановщик. Вау. Вот. Его дочь училась в моей школе. И так получилось, в общем, что ну, так все началось. Я начал рисовать сам и начал этим интересоваться. А кто у тебя родители? Почему папу интересовало? Он вообще всю жизнь проработал инженером-конструктором, но так получилось, что он, как я понимаю, сам хотел быть художником и абсолютно не смог в этой ипостаси реализоваться. И как-то, не знаю, моя догадка, что он хотел, чтобы я был тем, кем он не смог быть, ну, отчасти. Ну, помимо моего собственного интереса возникшего. У него было что-то любимое? Он любил модерн начала 20 века, то, что в Германии называется югенштиль, во Франции арт-нуво. Ну, это такой стиль с текучими формами, довольно красивый, начало 20 века. В Москве один из самых ярких его образцов в архитектуре дом-квартира Горького, он же бывший особняк Рябушинского. Архитектор Федор Шехтель. Да. Мы говорили здесь за кадром про кино, и неожиданно всплыла фигура Александра Невского. Дима сказал, что ему очень понравилась последняя картина Александра. Да. И вообще сама его фигура. Расскажи. Да. Ну, а что ты скажешь? Хороший, крепкий фильм, крепкий актер Александр Невский. Ну, последний фильм — это вот ремейк культового американского фильма, не помню, к сожалению, режиссера. Это вестерн, где банда очень плохих ребят пробирается сквозь вот город беззащитный, где там 1,5 шерифа, как бы 1,5 заключенных там и 1,5 инвалида. И среди них почему-то присутствует герой как бы американской гражданской войны, некий генерал, который оказывается русским как бы при этом генералом. И его играет Александр Невский, который спасает город, уничтожает плохих ребят, хуячит всех по периметру, и все становится хорошо. Вот такой фильм. И там и он хорош, и очень такие помятые актеры американские такого 3-го, 4-го, 5-го ряда, они там блещут как бы. Парочку я узнал из массовок в фильмах 80-х, вот там такие негодяи, такие какие-то перекиси украшенные как бы. В общем, хороший фильм, тоже могу порекомендовать. Не такой хороший, как «Иудейская война», конечно, но крепкая работа, да. Слушай, ну ты сейчас не шутишь, если что. Ну как, я чуть ироничен, конечно, это, конечно, говнище полное, но есть, да, как это, бы конечно, посмотреть и как бы порадоваться можно. Ну, То есть в своем жанре это прикольно? В жанре, когда ты настраиваешь, готов иронично это смотреть? Ну, то есть, как бы, есть две шкалы, мне кажется. То есть, есть такая тяжелая такая шкала, ну, вот по-настоящему хорошего, как бы, да, там, мы смотрим Веласкеса, Да, как бы, Баха, Брейгеля. да. Мы про разные искусства сейчас Ну, говорим. не важно, да, самые мы оцениваем высокие, искусство, да. устоявшиеся, как бы, примеры высоких образцов разного высокого искусства. Ну, и, понятно, ума много не надо, чтобы это любить, как бы, вот, там, сказать, что там, я люблю Баха. Ну, молодец, охуеть, как бы, ты крутой чувак. Вот. Хороший вкус. Хороший вкус, мужик, да, вот, Бах, да, действительно. Ты это быстро запоминаешь, этих образцов достаточно немного в мире, ну, вот, а
вот этот массив говнища, который нас захлеб... ну, вот этого контента, он тоже же как-то сортируется. То есть он есть совсем, ну, какой-то, ну, просто скучный, унылый там и так далее. А есть яркие примеры как бы говна. Ну, то есть, ну, не говна, но вот яркие примеры текущего контента, которые не останутся так, конечно, надолго, как высокие образцы высоких искусств. Но вполне имеют право на какую-то свою вот жизнь, славу, просмотры, монетизацию. Там. Ну, то есть заслуживают, почему-то заслуживают внимания. Да. Может быть, они наиболее дурацкие или наиболее... Ну, то есть в них есть что-то такое, что получилось. Может быть, даже не потому, что кто-то хотел, чтобы это получилось и так далее. Но это как западный жанр. Вот он же как бы в какой-то степени, ну, в хорошем смысле, всю жизнь довольно успешно, по факту, как бы косплеил. Ну, вот боевики 80-х, ну, я имею в виду фильмы с Жаном-Клодом Ван Даммом, ну, не знаю, как вы, но возьму на себя смелость сказать, что все же мы любим, как бы... Я рос на этом. Вот, как бы... Они же дурацкие, как бы, ну, так объективно говоря. Но мы их от этого меньше же не любим, нет. Детство менее вот, несчастного. Ну, и он такой же, он, ну, смешной, прикольный, наснимал. Его надо принимать всем большим куском и любить. Плюс еще для меня отдельный бонус, что он в разные свои фильмы, видимо, не в самые лучшие финансовые периоды жизни этих звезд, ангажировал в этот дурацкий трэш такое просто созвездие там. Ну, в общем, разные звезды, вот у которых в этот момент они, видимо, лежали у бассейнов и ждали звонка, и он не шел как бы с предложением. И тут, собственно, появлялся Невский. Расскажи, что это за фотографии? Это фотографии рекламные разных коллекций одежды. Ты подрабатывал моделью в 90-е? Да. Да, это было довольно весело, было довольно веселое время. Мы тусовались по клубам. Многие мои как бы знакомые и некоторые друзья и подружки становились такими модными модельерами. И они приглашали своих друзей и подружек просто участвовать в их показах одежды. Что-то за это какие-то символические деньги еще платились. И это было такими веселыми перформансами, можно сказать. Вот, и я какое-то время в этом участвовал. Это очень приятно. Бонусом этого было большое количество девушек-моделей вокруг. Пользовался ли ты этим? Доводилось. Есть что-то из русского кино, что вы действительно любите? А «Жмурки» — это же Балабанов, да? Ну, «Жмурки». Балабанов, да, при всей его Балабанов. противоречивости снимал хорошее кино, но именно берущее за душу, как бы, и, ну, то есть, со своим стилем. У кого? И вот с Балабановым мне непонятная ситуация. То есть... Ну, там Тарковского не хочется упоминать, это все равно, что говорить, что любишь Баха. Да. Тоже, в общем. Про Балабанова ты начал говорить. У него есть два фильма «Брат» и «Брат 2», которые в какой-то момент сперва были популярны, а потом очень непопулярны. То есть как бы его в чем-то обвиняли, что это плохие фильмы, что они что-то идеологичные. Ну, в общем, что это фильмы, которые что-то значат. А я не знаю, я пару раз смотрел один, ну, как-то, в общем, и я понял, что это просто комедия про идиотов, и воспринимал это всегда как комедию про идиотов. И я не понимал, как это вообще имеет отношение... Ну, это привязывали к какой-то идеологии, что, ну, вот люди, условно, смотрелись «Брата» и говно по России пошло. Ну, что-то такое. То есть, при всем уважении к Балабанову, не надо на не очень удачную комедию как бы просто, ну, натягивать какие-то серьезные последствия, как бы, где убивают людей. Это разные истории. То есть, мне кажется, что так на нее надо просто смотреть скорее, тогда «Брат» будет понятней. Комедия про идиотов. Ну, то есть это как бы фильм про глупых людей, которые глупо ведут себя в сложившихся обстоятельствах. В результате мы имеем, ну, черная комедия, да. Ну, вот, к сожалению, у меня как раз... Ну, мудаки делают хуйню. Как бы, вот посмотри. Ну, это как бы такой, насколько может быть, я возможно, чуть-чуть объективный утрирую. взгляд, но фактически, ну, это мои нелюбимые фильмы Балабанова, как бы, пожалуй, единственные два фильма, которые мне не нравятся. Они неудачные. И, то есть, да, при этом. я не знаю, я за него не могу сказать, с какой именно интенцией он это делал. Хотел бы он, чтобы этого Данилу воспринимали как хорошего чувака и быть на него похожим, или так получилось. Но так получилось. И мне это не нравится. Как бы. Ну да, Там ну в его просто- устав, ну, вложено много того, с чем я кардинально не согласен. Не, ну как бы кем надо быть, чтобы воспринять этого героя всерьез? Да, но вот То если есть это вот кем воспринимать, надо как быть, говорит чтобы Дима, посмотреть на вот этого он человека идиот, и как сказать, бы, вот да, просто делающий классный хуйню. Данила, Да. как бы. То есть, ну, я таких не встречал просто. То есть я не понимаю, да, такие есть вообще?
Они просто тебе об этом не говорили. Ну, смотрите, по-моему, их много. Ну, вот Там, да. там же совершенно Я простой, не- там же не очень человек общительный. творит справедливость в том виде, в котором справедливость понимают большое количество людей. И я думаю, не только в России, а более-менее везде. Нас кто-то обидел, пришел брат из армии, брат-солдат, как Ну да, нет, да. и дал пизды тому, кто обидел. И я думаю, это прям архетип. Ну, это архетип черной комедии про провинцию. Американскую, норвежскую. Когда снимают про мудаков. Русскую. Вот, да, русскую. Да. То есть это жанр, где мы попадаем не там, где умные рефлексирующие люди решают какие-то проблемы. Это не, там, не знаю, не Оппенгеймер. Ну, условно говоря, это не проблемы людей, у которые так, ну, вот это какие-то серьезные ребята с серьезными проблемами. Давайте посмотрим, вот действительно, а как он выкрутится. Это не Breaking Bad, как бы. Это просто мудак, который делает первую попавшуюся, самую глупую, эмоциональную, экспрессивную вещь. И такой жанр есть. Он называется черная комедия. Ну, вот там бензопилами друг Просто друга того же пилят. Балабанова, например, вот как раз, ну, можно, наверное, сказать, что про уродов и людей, он про конфликт людей и уродов, как бы. А это про уродов. А это просто про уродов, да. Не, я же ни с чем не спорю, кроме того, Ну, что это моё я таких субъективное. людей не встречал, ты сказал. И я тут... Не, ну то есть я имею в виду, может быть, на улице где-то я встречал, но Точно встречал. они мне об этом не сообщали, что я сделал свою жизнь с Данилой, вот, из брата. Я просто хороший парень. Я просто хороший парень, да. Как вы относитесь к гипотезе, что Путин косплеит Данила Багрова? Ну, как-то притянуто за уши немного. Ну, Да, в каком а смысле? Как вы сказали, мудаки делают хуйню? Не помню, но возможно. Ну, как-то похоже. Ну, по факту он ведет себя так, ну, то есть имеется в виду Данила, это не единственный мудак, который делает хуйню. Ну, как бы. да. Поэтому тут есть разные. Ну, то есть аналогия уместна, но не думаю, что он делал с него как бы... Ну, в том смысле, что вот в последнее время он делает наиболее такие, ну, в черной комедии выборы. Это да, в этом смысле Он может Путин. быть... Да. В этом смысле может быть косплей. Когда ты понимаешь, что есть выбор между чем-то как бы рациональным и... Импульсивным. Если еще так 5 лет назад какие-то могли быть сомнения, там, 50-50, то сейчас понятно, что, ну, выберет, самый плохой вариант, тут вообще без вариантов. Да, он как бы действует сейчас по матрице очень черной комедии. Да простится мне такие слова в этом всем вообще контексте. Но именно его поведение — это вот поведение человека с бензопилой как бы в техасском каком-то домике окровавленном. Сейчас для тебя Шило не только соучастник по группе, но и друг? Ну, с Антоном мы дружим раньше, чем работаем в группе, да, и продолжаем и дружить, и работать, что удивительно и прекрасно. Собственно, он синициировал это все. То есть я вообще, как бы писать рэп, то есть сам бы я до этого не додумался, короче, ни в каком состоянии сознания, никак. Это слишком экзотично было для меня. Но Антон так неожиданно, как бы, в момент такого, какого-то, можно так пафосно это назвать, какого-то кризиса, и вообще и экзистенциального, и материального, и какого-то такого все как-то куда-то как-то так расклеивалось, было непонятно. И он предложил, что вот как бы, да давай вот как бы так хуйнем. И я так сперва как-то не понял, то есть он смеется, хочет как-то обидеть меня, или что вообще происходит, какой рэп. Вот. А потом как-то вот понял, что он предлагает крутую вещь. И мы попробовали. Стиль. О чем будет этот рэп? Вы сразу поняли? В общем, я плохой знаток, сразу скажу, вообще рэп-сцены в целом и местные, но тогда это был 2004 год. Конец третьего. Что-то такое, да, плюс-минус. В общем, была каста, Максу воткнули нож в живот. Вот. А как ему воткнули нож в живот? Вот. Какой нож? Что за Макс? А в животе что? И так далее. Вот не хватало. Деталей. Да. Нет, мы решили сразу, что надо как-то педаль в пол и как бы, рэп какой, опасно, кровавый, кровосток, вот, как бы это будет насилие. И во всех его вообще возможных проявлениях, как бы на уровне как бы мыслей, помыслов, там, действий, как бы отношений. Такая была задана рамка. И это прекрасно. То есть вот как бы творить без рамки порой очень сложно. Вот. А с рамкой очень хорошо.
Ты помнишь момент, когда понял, что получилось? Ну, в принципе, быстро. В принципе, по первым реакциям стало понятно, что мы как-то удачно выстрелили. И начался хайп такой сильный какой-то, ну, там что-то было, афиши какие-то, ну, вот это все. А потом это надо было проверить материально, то есть, и нас стали звать на концерты, и мы, я помню, это было маленькое очень место, Культ, такое, вот. На метро Китай-город. Да, да. В общем, мы запросили какую-то цену, которая тогда нам казалась большой. И нам не хотели ее платить. Сказали, вы что, охуели? Просто выступите у нас. А мы говорим, ну нет, не выступим. Вот. А они стали там перезванивать, торговаться. И тогда я понял, что ну нормально, видимо, нормально. Но при этом лет 10 как бы так... Откуда-то из-за кулис, я же на сцене не появляюсь, поэтому я так, когда бываю на концертах, я как-то это вижу, там какой-то зал, там что-то люди кричат. И сейчас-то я уже понимаю, что это да, но лет 10 я так не был уверен, что вот я как-то прям сейчас бодрствую отчетливо, как бы и вменяю. Так меня это иногда удивляло, то, что я вижу. Это к вопросу о том, как быстро я к этому привык. Ты не верил, что это действительно Ну, происходит? вообще, да, что это как-то, ну, что-то слишком много народу, кричат, что-то. Вот, хорошо слишком. Да, ну а потом уже в какой-то момент, ну, я как-то уже привык. Про пиво, ты сказал про пиво. Про молодежный напиток? Ну, А мне отчасти. кажется, все проще. Просто от пива же растет пузо и снижается Ну, в работоспособность. молодости твоему В 20 метаболизму тебя это не достаточно волнует. им Да. наслаждаться без пуза. И поэтому, мне кажется, возможно, из-за этого просто это В прошло. том естественно, числе, да. да, никто не хочет заскуфливаться. Ты производишь впечатление человека, который очень следит за тем, чтобы в скуфа не превратиться. Ну, мне хотелось бы, да, я стараюсь. Что ты делаешь для этого? Я занимаюсь спортом, спортивные нагрузки какие-то разные в разные периоды времени. А В что у последнее тебя время гири. Гири? Да. Не гантели? Гири, гантели, да. Но с упором на У меня гире. очень хороший тренер, Коля, привет. А это прям гиревой спорт, да, классический? Он не то, что... То есть в нем много элементов классического. Сейчас как бы он переживает второе рождение. А насколько я понимаю, оно в основном пришло во время пандемии, да, когда все сидели дома, и всевозможные тяжелоатлеты как бы лишились возможности, ну, потому что они не могут никак заниматься дома, если у них нет набора тяжестей. В зал было нельзя. И умные как бы из них освоили гири. Я слышал вот про историю одного из них, какого-то титулованного тяжелого атлета, который, выйдя из ковидной изоляции вот, на какие-то быстро вдруг нарисовавшиеся соревнования, как-то стал чемпионом в каком-то типа жима лежа, как бы штанги. И понял, что да, в общем, все это было достаточно эффективно. Ковид нам подарил резиночки и гири. Я взял себе резиночки, а Антон взял себе гири. Ты говорил до съемки, что ты следишь за вот, людьми, которые занимаются бодибилдингом в Ютубе. Да. Ну, вообще так, чуть отступая, можно сказать о Ютубе, что он нам подарил как бы, ну, несколько вещей. То есть он нам подарил, во-первых, как бы настоящие короли Ютуба — это люди, которые что-то очень хорошо делают руками и хорошо умеют это показать. Да. Ну, это боги, как бы просто вот... Это действительно подарок людям. То есть можно посмотреть, как правильно, там, я не знаю... Собрать стол. Сделать стул, да, заточить нож. Или приготовить что-то. Да, отреставрировать старые часы, приготовить. Ну, вообще как действовать. То есть мы этого просто не знали. Потом есть второй тип людей, как бы, которые, ну, умные люди, которые что-то говорят или говорили, и есть видеопленки этого, там, и как бы мы тоже можем наслаждаться этими людьми, как бы их знаниями, компетенциями вообще. Вот. И третий, как бы, вот жанр, который тоже как бы роскошная такая отдельная как бы полоса в этом туннеле, это вот так называемые, ну, конченые мудаки. И как бы это тоже как бы подарок абсолютный, потому что тоже, ну как, а какой у тебя шанс? То есть если у тебя нет в семье такого, как бы, да, на работе такого, то откуда ты узнаешь, что вообще ну, такие есть, как бы, да? И, конечно, это захлестывающая абсолютная история, это сильный соблазн, в этом можно потеряться, они прям, ну, они четкие такие вообще, как бы, их очень много, они разные, они за здоровье, за спорт, там, блядь, за вообще... Личностный рост. За личностный рост, за психологию, за эмпатию, как психопата распознать, они тебя научат.
ну и так далее, там про нарциссов расскажут, все. И я их люблю, ну то есть я даже не знаю, я не всех помню, как их зовут, не всех хочу называть. Ну, в общем, от русских политических ютуберов до как бы абсолютно каких-то людей из украинских качалок, как бы, в общем, я всех люблю, они прекрасные. Есть кто-то вот из этой полосы, Да. как ты сказал, кого бы ты мог назвать? Я понимаю, что не всех, кого-то Ну, не назови хочешь честно обидеть. любимца. Ну, то есть, как бы я назову человека, до этого назвав его мудаком, но я его люблю смотреть, и я Ну да, заинтересован, да, это чтобы он немного. продолжал. Но это какая-то, в принципе, ну... неплохой при этом Нет, человек. нет, нет, я не хочу, это мои ребята. И как бы я им ставлю лайки. Я не хочу, чтобы они, ну, как бы, Да, ну, они чё? достойно ушатали свое здоровье абсолютно беззаветно и без страха и упрека. Да, Вот, уважение спасибо этим им и всё, самураям, да. да. Были или бывают ли у тебя контакты с людьми из уголовного мира? Ну, да нет, это, ну, не мой мир, собственно. Ну, какие-то, может быть, были когда-то вот типа таких пересечений, но это не контакты, а просто, ну, вот, встречи. Ну, случайные. Да. Зовут ли вас на концерты к таким людям? Ну, мы давно отказались от корпоративных концертов. У нас было пару опытов таких в начале, после которых чего-то мы как бы подумали, что мы можем обойтись без этого. Не понравилось? Ну да, это не прикольно. Нет, ну вообще нам как-то всегда казалось, что высший шик – это отказываться. То есть, ну вот эта вот как бы ставка на деньги как на главное – это глупая ставка. Ну, я не знаю, если у человека есть там пару-тройку тысяч долларов в месяц, то зачем ему больше? Дальше можно капризничать, в принципе. А капризничать плохо? Нет, хорошо. Ну, то есть, именно, ну, то есть, ну, зачем идти к неприятным людям, как бы, делать неприятное дело, как бы, чтобы просто получить какие-то дополнительные, пусть не маленькие даже деньги, но без которых, в принципе, ну, тебе будет окей. Вот, не то, что они тебе прям необходимы. Для нас это было важно, ну, что не надо на все соглашаться. И это хорошо, я доволен. Я зашел посмотреть на ваш мерч и зашел в рубрику «Худи женское», и у меня возник вопрос. Увеличились ли продажи вот этого худи после 24 июля? Это не наш Да, мерч. это не Ты нам наш каких-то мерч. пиратов показываешь. Да. Это как бы косвенный показатель нашей популярности. У нас тогда это... Кровосток.су не ваш сайт? Нет. Меня обманули. Ничего страшного. Ничего страшного. Я просто удивился, да, что мне показалось, что цена очень... Нет. Не, у нас есть какой-то мерч, но, по-моему, его мало-мало осталось, и это, ну, это Ну, очень... это рисовали какой-то это афишу в плохо, каком-то как из бы, городов да. России. Да, не, мы бы так не сделали. Смотри, но афиша, то есть афишу рисовали не вы, это не важно. Нет, ну, как бы я отдаю должное всем, кто меня рисует. В любом случае это прикольно, как бы, но как бы я не могу сказать, что этот портрет мне нравится, и я хотел бы видеть его на мерче своей группы. В этом смысле, да, он не может быть оригинальным. как бы. Я спросил, потому что сходство с Пригожиным здесь, мне кажется, пугающее. Вы не подумали об этом? Ну, я сейчас вспоминаю, что был какой-то другой мем. Мемы были какие-то, да. да. Просто здесь, вот видишь, если бы ты просто поплотнее был, то есть нельзя сказать, что это не ты. Нет, нельзя сказать, Ну что... и нельзя сказать, что это не он. Да, тут мы противоположны. Поэтому вопрос, чей это мерч? Это парк Айркон. По-моему, самый большой парк Тель-Авива, который выходит в другой город Рамат-Ган. Пригород с той стороны упирается в море. Ты рассказывал, что здесь какая-то река. Здесь Но есть- здесь есть городская легенда. Здесь есть городская легенда, за что купил, зато и продаю, что вот там есть речка, которая очень сейчас приятно экологичная, и там тренируются всякие байдарочники и так далее. А в свое время над этой речкой был хлипкий мостик, и по мостику ехала, по-моему, сборная Израиля по велоспорту. И ребята, к сожалению, попадали в воду и как-то поплавились химикатами, и кто-то умер, кто-то инвалидизировался. И, в общем, все так сказали ой-ой-ой, и, в общем, парк стал чистым и экологичным. Ну, история просто Но красивая. из уст в уста передают. Да, передается именно такая история. Пока мы поднимались сюда, ты рассказывал про особенности жизни в Тбилиси и про то, кого там можно встретить. Расскажи. Там можно встретить
абсолютно удивительных персонажей. Вот несколько дней назад мы шли с моим другом по проспекту Чевчевадзе мимо Министерства футбола Грузии. Неожиданно нас окликнул пожилой мужчина, спросив нас, откуда вы, ребята. И завязался диалог, в процессе которого довольно быстро стало понятно, что это Александр Чевадзе, который 3 года был капитаном сборной Советского Союза по футболу. Легенда Какое-то советского количество футбола. лет был капитаном сборной «Динамо Тбилиси». Как бы. И, в общем, я на самом деле не особо интересовался футболом, так очень поверхностно, но фамилию Чевадзе и Кипиани с детства я слышал как-то. Ага. И вот, А так ты просто идешь, и он окликает тебя, чтобы познакомиться. Да. Он хотел, чтобы мы с ним сфотографировались. Вот. А потом не, уже не набежали зная местные. нас, я имею в виду, мы для него были просто русские ребята, так сказать. Ага. Сфоткались? Да, конечно. Теперь у тебя есть селфи с Чевадзе. Да, и даже короткое видео. Да. У вас вышло 2 песни, в том числе «Ленин». Правильно ли я понимаю, что это песня про возвращение тоталитаризма? Я же нахуй Владимир Ленин, я же Ленин Владимир Ильич. И вот я проявился из тени, прям как на Пасху кулич. Нет, это про Ленина песня. Ой, прям про Ленина. Нет, это просто рассматривает, такую анекдотическую историю психоделическую, что Ленин просто не мертвый, а спящий, как бы. И он просто, встает, и вот дальше то, что описано в этой песне. Мне там мерещится не он, это прям смерть автора в работе. В общем, мне сложно интерпретировать то, что мы делаем. То есть, возможно, любые, тут как запретить. То есть, если видится, то и видится. Но мне виделась именно такая вот психоделика в стиле Годзиллы. Понятно, что все это накладывается на контекст, на ситуацию. И, просто все мы хотим, чтобы кто-то уже проснулся там и налимонил сику, и все было бы уже нормально. Да, тогда там много смыслов. Да. Как ты относишься к Ленину? Как к исторической фигуре очень плохо, а как к скандальному мыслителю и человеку, который просто, на уровне того, как мы умеем сделать салат, умел сделать другое, не без интереса. Он конфликтный. Стиль его мышления — это конфликт. Он не верит в этих, что все гармонично, мир гармоничен. Он такой, нихуя. А это его настоящая органика или это для резонанса? Это его настоящая органика, да. Он это его, и в этом его и мощь, что он искал, находил или умел как-то откуда-то найти конфликт. А с другой стороны, настолько омерзительное то, что было Русская империя образца того времени, когда там жил Ленин. Мало было мест, похожих на это. И его гнев, и его желание эту вещь сломать, и плюс там личная судьба, повешенный брат и так далее, они тоже понятны. То есть не то, что прям парень испортил что-то хорошее. И, как известно, у западных интеллектуалов основной вопрос с русской революцией, когда именно там все пошло не так. То есть на уровне идеи и посыла все было хорошо, а потом быстро стало понятно, что все очень нехорошо. Какого-то освобождения, равенства и какого-то вообще особо как-то не очень получается. И вот этот момент, что, почему, где, вот эта точка как-то сложно находится. Ты тоже не можешь найти? А как ее найдешь? Вдруг непонятно. есть Но по позиция. факту, что все пошло не так, это точно. В истории, в судьбах наших и наших вообще наших предков, это было тяжело. Ленин всех нас сильно так розгами, опосредованно. Что, как поэт и художник, ты думал о том, что его тело до сих пор не захоронено? Тебя вызывал какой-то интерес? Да не-не-не, я Может быть, ты представлял, будучи, прорабатывая идеи, когда было Финсо, или просто как художник с большим образным мышлением, как могли бы выглядеть похороны Ленина, если бы они вдруг случились? Возможно, какой-то перформанс можно было устроить по этому поводу? Да нет, мне казалось, наоборот, что это круто, что вот труп незахороненный, бальзамированный в современной реальности, такие, по-моему, еще есть Хашимин, таких несколько, в общем, ребят. И это чистое фрик-шоу, можно зайти, посмотреть, он мертвый, но вроде не мертвый, То есть мне все равно, я не думаю, что от того, захоронен он или не захоронен, Мавзолей Щусева — прекрасная работа, архитектурная. В любом случае, что бы ни происходило
с тела, мне кажется, сам вот этот вот мавзолей трогать ни в коем случае как бы нельзя. Похороны его, да не знаю. Ну то есть ты не из тех, кто считает, что Нет. беда России в том числе из-за того, что... Я не из тех, что проблемы России упираются в захороненное или не захороненное тело Владимира Ленина. Да. Не в этом дело. Таких людей много. Да. Да. Если кто-то, с кем ты хотел сфотографироваться, не по такой забавной просьбе, а с кем ты делал селфи, потому что тебе хотелось? Мы же так скорее люди старой школы, то есть скорее автограф пусть напишет. Зачем мне фотку? У кого ты брал? Не, я, да, собственно, по-моему, ни у кого и не брал. Но если бы так стал вопрос, селфи или автограф, пусть что-нибудь подпишет лучше. Ну, так, в принципе, но мне кажется, а в чем тут... Ну, то есть это немного не мой фан, то есть я не понимаю, в чем прикол, то есть зачем, ну, то есть можно просто сказать человеку, что там, чувак, ты крутой. Вот скорее я бы, если кого-то встретил, там, Мика Джаггера, я бы сказал ему спасибо, Мик Джаггер, там, или там... Спасибо, кстати, Борис правда, Борисович это самое Гребенщиков. приятное, могу сказать, как человек, к которому время от времени подходит. Вот такой подход, он самый, как бы оставляющий самое приятное послевкусие. Он легкий, как бы он, какой-то положительный, он деликатный, как бы. Я имею в виду, не настаиваю, иногда люблю, когда меня и обнимают, как бы. Но это должна быть специальная ситуация, специальные люди, как бы. Специально обнимающие. А кому бы ты так хотел сказать спасибо? Мику Джаггеру? Борису Борисовичу? Мику Джаггеру, Борис Борис. Да многим людям можно сказать спасибо, как бы. Али Борисовна, почему нет? Али Борисовна. Повлиял на тебя? Не, как крупная советская певица, Она на конечно, всех как бы повлияла. коралловые бусы-то из-за Абсолютно моря на надо всех. привезти, так или иначе, конечно, повлияло. В общем, масса очень крутых людей, как бы. Оззи Осборн, если так, с Оззи. другой немного, возвращаясь к интернациональной, так сказать, колоде, как бы. А Майку Тайсону в современном изводе, уже лизнувшему лягушку, как можно сказать спасибо, мужик. Тоже, да, спасибо, Майку. С Майком Тайсоном уже произошла абсолютная эволюция, если ты не следил, так вкратце. Он очень был брутальным и грубым человеком, а потом и в кризисе он потратился, дрался, тратился, и было все плохо. А потом какие-то ребята как бы из другой тусовки такой сказали ему, что вот есть такая лягушка психоделическая, ее надо лизнуть. Он ее лизнул. И теперь это такой как бы абсолютно пропертый, светлый человек, который несет позитив, ведет какие-то дурацкие подкасты. В общем, это, вот такой он другой совсем. Это, да, такой феномен Майка Тайсона. Тебе интересно это изменение? Я помню Майка Тайсона, он не улыбался. Один из самых жестоких вообще людей Да, мирового он спорта. такой как бы был плохим парнем. Да. А сейчас я там посмотрел какое-то количество видосов с современным Майком Тайсоном. Этот человек не умеет не улыбаться. И в рамках одного человека это прикольное, мне кажется, изменение. Оззи Осборн почему? Как-то очень крутой коллектив и разные коллективы, как бы очень крутой персонаж, очень ярко живет и уже прожил большую часть жизни, хорошо сохранился тут отчасти Шерон, спасибо, как бы, наверное, его супруге. В общем, он пример того, что можно прожить долго и интересно. И он правильно сформулировал... Не будучи аскетом, если можно так сказать. Это важная деталь. И он правильно сформулировал итог своего жизненного пути. У него правильный подход. Он сказал, что как бы мы не стали Битлз, но и слава богу, я не Стинг. В этом смысле он прав. Отрывок из комментариев. У меня на руке татуировка с обложки Кровостока. Протягиваю я как-то раз алкоголь гостю на работе. Я бармен. И не специально полю свою татуху. Чувак, заметивший мою татуху, с виду лет 30-35, вскакивает на барный стул и задирает свою рубашку снизу вверх. А у него там на пол бочины черный вигвам из той же песни. У тебя есть какие-то примеры того, как популярность и культ Кровостока тебя где-то в обычной жизни настигали? Вот так же, как этого человека. Да, конечно, бывает. Первое тоже, что сразу вспомнилось с татуировками. Прошлой весной в Тбилиси встретил молодого человека, грузина, у которого на предплечье было довольно так в примитивной манере наколоты пальцы с папиросой Студня. как бы
реплика моего рисунка с обложкой альбома «Студень». Вот. Ниже у него был вытатуирован код Грузии телефонный. Мы с ним познакомились, я сфотографировал. Ну, в общем, это было приятно. Особенно приятно, на самом деле. Молодые грузины уже все меньше и меньше говорят на русском. И в этом смысле это... Ну, как бы для меня более необычный, такой более приятный, может быть, как бы показатель, маркер популярности. То есть русские меня узнают, ну, давно. Вопрос про татуировки, он такой немного из 2007 года, вот, но учитывая, как забит ты и как там, довольно закрыт при этом ты не ведешь публичную жизнь, очень редко даешь интервью, какой процент тела у тебя забит? Ну, по процентам не знаю, ну, что-то, я думаю, чуть меньше 50. То есть половина тела у тебя забита? Ну, меньше, я думаю. Вот. Ну, может, 30%. Так, не хочется тоже преувеличивать. Ну, у меня много татуировок, но сейчас просто такой бум, и явно есть куча людей, у которых сильно больше татуировок, чем у меня. Вообще сейчас мало кого, мне кажется, удивишь этим скорее. Когда ты делал первую? 91-й год. Тебе 21 год? Да. А что это было? Это был дракон. Такой в азиатском стиле. Есть ли среди всех этих рисунков что-то, о чем ты жалеешь, и почему ты еще не свел или не перезабил? Нет. Как-то вот мне в этом смысле повезло. Видимо, из-за того, что это же такой жанр графики, а я тоже по вот своей основной специальности график. У меня к этому любовь такая вот еще... Ну, и я, может быть, из-за этого так серьезно к этому не отношусь. И мне ни разу, вот, честно говоря, у меня ни разу не было такого, чтобы я пожалел о чем-то, вот, что я на себя наколол, хотя ну, местами и временами это довольно нелепые вещи. Ага. Есть самая нелепая вещь, которую ты можешь сказать? Вот, например, это сделал мне очень давно один мой друг. Это свин? Это вот такой свиноинопланетянин. Так. А как это делалось? Это делалось такой струной, как бы очень недолго, очень не больно, около получаса как-то. Ну, в подполье, не в тату-салоне. Да, это был тоже художник из Питера. Он как-то так сложилась у него экстремальная ситуация, что он около полугода провел в СИЗО Владикавказа. Видимо, этим немного инспирированный. Где-то полгода, год после этого он друзьям, бывало, что по инициативе друзей, бывало по собственной, делал такие маленькие вот татуировки по своим рисункам. Вот в тот момент я попал ему под руку. Не помню, кстати, кто был инициатором. Ну, наверное, я как бы. Свинопланетянин. Ну, вот это был один из его тогдашних... Образов. Да. Графически, можно сказать, мне нужен был для того, что остальные мои татуировки на тот момент были такие просто Сириус. И мне хотелось немного разбавить это все такой в хорошем смысле нелепостью. А вот рукава и все остальное, это по твоим эскизам? Нет, это все делал Андрей Литвинов по кличке Литва, мой тоже соученик по художественному училищу 1905 года, один из известных татуировщиков, ну вот первой, можно сказать, волны московских татуировщиков. Когда мы про Грузию говорили, речь зашла про Такеши Китано неожиданно. Да, это не совсем про Грузию, это армянская история, это мне рассказали в Ереване. Не байка, потому что мне рассказывали это два человека, как бы, которым, ну, в общем, можно доверять. Приезжал Такеши Китано этим летом в Ереван, презентовал свой новый кинофильм, и вроде бы по информации, которую он предоставляет последней, под названием «Шея», по-японски «Кубе». Я его очень жду. Это фильм, где, в общем, будет очень много Рубилова, такой вот, ну, именно самурайский боевик. Это явно жанр, в котором Такеши может показать все лучшее, что он умеет. Вот, и он приехал, в общем, и в первый же день, днем, его принимающая сторона, армяне, повезли на армянский конечный завод. Вот. После чего Такеши не вышел ни на какие там пресс-подходы и вообще никуда не вышел. Как бы. Вот. Армяне как-то так, которые об этом рассказывали, одновременно с сочувствием, под которым была нотка такой хорошо сдержанной гордости, говорили: Такеши очень плохо. Гордость. Ну, как бы они смогли его, ну, это же Такеши, это же бит Такеши, они смогли его уложить. Как бы. Ну, то есть они ему сочувствуют, конечно. Вы не пьете? Нет.
Давно? Я скоро 4 года как. Дима? Я вообще не моя совсем тема. А 4... почему ты отказался? Какой-то момент был? Как-то, накопительный эффект, ряд факторов. Во-первых, как-то уже накопилось какое-то количество... в общем, это стало таким фактором сильной помехи. И явно я доставлял проблемы и неприятности своим друзьям. Как-то у меня получилось в какой-то момент со стороны на себя посмотреть, как бы увидев каких-то своих друзей, знакомых, находящихся в состоянии опьянения. И я понял, что что-то я больше таким быть не хочу. Я не люблю и не умею остановиться, если я начинаю пить, я так могу сказать. Поэтому я, в общем, воздерживаюсь и очень этому рад. В Ютубе есть много видосов «Шило танцует». Ты видел? Ну, конечно. Расскажи, это импровизация или ты ставишь такую... Импровизация. Я просто люблю танцевать. Я люблю танцевать. Я дома танцую, бывает, один, когда у меня есть настроение. Но как бы в процессе выступлений у нас же есть музыкальные, паузы, проигрыши, и просто стоять, как бы странно. Я как-то в какой-то момент начал танцевать, просто так, как я танцую. И как-то неожиданно, собственно, по фидбэку из интернета я понял, что это заходит людям, в том числе очень юным, что-то там дед, таблетки, как бы. В общем, как-то вот так получилось. Не, это очень стилево выглядит. Как будто спасибо. Да, как будто... Потому что тоже с удовольствием, как бы. Я просто люблю плясать. А под что ты можешь танцевать дома? Под какую-то хорошую музыку, которая в этот момент играет, которую я себе поставил. Да, а можешь вспомнить последний раз, под что ты танцевал? Вот именно... Последнее прям не вспомню, но так как бы первое, что лежит на поверхности, под каких-нибудь Мигос я могу с удовольствием сплясать, как бы, вдруг, если они заиграют. Бывает ли, что ты забываешь тексты на сцене? Редко. Напомню, вы же поете без плюса? Без. То есть только минус. Конечно. И никакой подложки словесной? Да. Редко? Бывает редко. Почему? Потому что еще в начале нашей концертной деятельности, это было примерно, может, год на третий, мы выступали в одном из клубов, не помню уже в каком, и случился смешной, комичный, но довольно травматичный эпизод, когда я просто в какой-то момент, я не помню, какая была песня, я забыл слова. Я не мог их вспомнить. Несколько тактов. Это было мучительно. Это наверняка было видно по моему лицу. Люди мне сочувствовали. В какой-то момент кто-то подсказал. Я запел дальше. Понятно, это все было частью шоу, скорее это смешно, но мне как бы после этого опыта повторять такого не хотелось. С тех пор я стараюсь тщательно готовиться. Это вообще наши тексты, это одна из вещей немногих, которые я настолько хорошо помню. И ты просто реально ты немного облажался, и просто пошел как домашнюю работу делать и готовиться тщательнее. Да, это как бы было таким, в общем, моментом, после которого я понял, что я больше не хочу, чтобы так со мной произошло. А какой текст тяжелее запоминать? Свой или тот, который написан другим человеком? На самом деле все равно. Я как-то слышал формулировку про группу «Кровосток», что такое ощущение, что «Кровосток» — это саундтрек сайта «Медиазона». Они его просто пишут из года в год. Еще до создания, задолго до создания «Медиазона». Да, именно так. Писали готовились к появлению. Вы же большие друганы с «Медиазоной». Да. Как так вышло? После суда, естественно. Суда в Ярославле? У нас был суд, в Ярославле, когда нас в первый раз хотели запретить вообще к прослушиванию и выступать как бы не давать. И как-то мы с ними связались, не помню, кто был
именно связующим, но как-то они обрадовались, что можно будет с нами поработать. И в итоге этот суд вот медийно получился довольно смешным, таким и веселым, что вообще не очень характерно для российской реальности. В то время было сильно мягче, но уже тогда это было беспрецедентно весело и легко. Как-то вот у нас в дуэте, плюс еще с чудесными адвокатами, нам удалось как бы это все перевернуть в такую шутку и смех, и отмену приговора и прочее. В общем, несколько раз этот эпизод вспоминал и понимал, что очень быстро время, когда вот так могло произойти, свернулось. Да суд был отличный. Тот суд был, вообще идеальным, справедливым, прекрасным, как бы. Там выслушали весь этот бред прокурора, сказали, да нет, все нормально, как бы отмена и все. Еще я обратил внимание, фотки из суда, вы фоткаетесь на фоне судей, и судьи улыбаются. Да они классные все. Да, там очень такой, насколько вообще могут быть Там судьи видно было, там был милыми. мужчина, он и две женщины. Две женщины сказали, мы не хотим в этом всем, наверное, разбираться, они так молчали. А мужчина, видно было, он прослушал. И, видимо, он прикололся. Ему сказали, ты мужик, ты слушай это все, там они что-то матерятся, там мы не знаем, как бы, короче. Там какая-то вот прокурорша, которая вот обвинение, она, вот, и он ей, а что, вы слушали вообще? Как бы, да, нормально же. То есть, как бы, вполне такие человеческие, то есть, судья оценил ситуацию, там, да нет ничего такого, как бы, говорит. Вот, в общем, было очень весело, действительно неожиданно, немного так сновиденчески, как бы, и тогда уже Россия была, не Люксембургом. Даже на том фоне это было все так, ух ты, там, странно, вот. А сейчас это просто скорее уже, наверное, вряд ли, как говорится. Вы думали когда-нибудь над мотивацией судей, которые выносят все приговоры все эти годы? Я просто, когда смотрю удаленно на это, я мечтаю дождаться того момента, когда какой-нибудь большой художник, в первую очередь, который в кино работает, он бы смог это либо в формате фильма, либо сериала сделать. Ты имеешь в виду нынешние судьи? Да. Вот судьи? она, например, посадила на 7 лет художницу из Петербурга. Вот ты имеешь в виду судей, как которые... она приходит домой? То есть вот как она приходит домой и что происходит? Это давно исследованная на самом деле тема. Вот это вот, да ничего не происходит. Дети. А что она слушай, говорит? если она там осталась, она там работает, вот, такая она баба. Что-то много таких. Много, говна много. Сейчас, да, вот, очевидно, Но же не отрицательный большинство в любом отбор, как случае. бы, То есть не во каждый, я думаю, найти такого судью сложнее, чем найти другого судью. То есть таких судей мало. То есть даже сейчас они, далеко не каждый пойдет. Надо быть очень тупым. Да, кто-то Тут же это отводы брал, они понимают, и вообще что я бы не потом... переворачивал это все в вопрос совести. Это просто вопрос мозгов, как бы их минимума. То есть люди, которые делают такую хуйню, как бы заведомо, все это творят кровавое и ужасное, как бы вот это вся, как бы след военных преступлений, он не стираем. И это просто, В современных, особенно условиях следа, он не стираем в принципе информационно. Вот. И просто вписаться в эту фигню надо быть, очень тупым. Мне так кажется. Я никогда так не думал, что это вопрос. Это не вопрос мозгов, совести, да. В том плюс числе, это, понятно, что они аморальные, много аморальных поумнее, но как из-за бы того, что они воздерживаются. глуповатые, они аморальные. Очень популярный сейчас в России артист — это Гио Пика. И он рассказывал, как сильно на него повлиял Кровосток. И он, собственно, рассказывал, что вот вы воспели то, что увидели, вы выросли в бандитских текстильщиках и воспели то, что видели, а он в воровском Тбилиси и воспел, что видел. В центральном Тбилиси, где, в общем, многие люди жили по определенным понятиям. Как вам его творчество? Он довольно яркий исполнитель. Мне «Фонтанчик с дельфином» сразу понравился. Как-то это ярко, явно он зашел не случайно. Вот, мы с ним познакомились случайно. Мы летели в Таиланд и в Тбилисском аэропорту случайно встретились. А потом еще раз мы с ним встречались случайно в городе, в Тбилиси, просто на улице. Я сидел, пил кофе, неожиданно он вышел из-за угла, мы с ним как-то пошли дальше. Тбилиси приятный, такой живой, в общем, там встречаются разные люди. Он мне показался довольно симпатичным человеком, с довольно колоритной, интересной судьбой. Вот он вырос в Салалайке, в старом районе Тбилиси.
Вот. Потом он какое-то время прожил в Сыктывкаре, в Коме СССР, служил там врачом-реабилитологом в больнице. Ну вот потом я не знаю, где, я точно не скажу, там в Москве вроде потом он пожил. И сейчас вот он живет в Тбилиси, он вернулся, вот, и как-то вот рад его встречать. Я спрашивал, почему шансон так популярен, и ты говорил, что у меня есть объяснение. Криминальная уголовная культура маргинализируется и становится непопулярной, когда властные институты выполняют все свои функции, в том числе защита граждан и когда полиция поможет. А у нас мало кто из людей понимает, что полиция поможет. В ситуации, когда институты не работают, есть параллельный институт, который пользуется авторитетом у молодежи. Это криминал. Да. Видишь ли ты изменения в культуре за эти 6 лет? Тут даже, наверное, не про культуру скажу, а в принципе изменилось что-то. А именно, мне кажется, сейчас у людей, которые, понимают ситуацию, уже не осталось иллюзий, что, уголовные вот эти субкультуры и среды являются какими-то отдушинами, где ты можешь добиться справедливости. Это уже давно, как бы это сказать, Подментованные они, отделение МВД, которое выполняет деликатные поручения, которые не могут, сами менты, которыми не могут заниматься. Проще говоря, уже и они не помогут. Они и тогда, в общем, я думаю, в основном своем, это преступники. Не-не, я это понимаю, я просто к тому, Да, что... сейчас вот не осталось, иллюзий, что это вот некая справедливая альтернатива официальному миру силовиков. Если раньше, вот ты говоришь, я уже сам чуть подзабыл, что это было некое отдушиной, сейчас это скорее, как бы уже, мне кажется, людьми, потерявшими иллюзиями, это воспринимается как такой фольклор, но просто более позднего времени. Есть русская, я не знаю, частушка, а есть... Владимирский центр. Или есть же народные песни, там, какой-нибудь «Ко мне подходит», там что-то, кто-то там «Господин». Ты на том интервью говорил, что, когда я спрашивал про Наговицына или Круг, ты говорил «Круг», и ты говорил, что у Круга тебе нравится больше не Владимирский Централ, а «Золотые купола». А знаешь, кто выяснилось автор песен, текста «Золотых куполов»? Там я не знаю, но могу догадаться. Вадим Цыганов. Нет, значит, не догадаться. Вадим Цыганов — герой нашего интервью. Он написал, значит, что? «Золотые купола» Михаила Круга, который тебе Не нравится. бесполезный человек, Юрий, не бесполезный у меня человек. чуть меньше любви, конечно, к этой песне. Теперь надо выбрать что-то. А у тебя влияет личность создателя? Бывает, не всегда, бывает. Вот, например, с Лимоновым у меня противоречивые. То есть он мне как человек, и его путь, и чем он закончил, крайне не симпатичен, Писатель крутой. Я не понимаю, первое время у меня вообще после того, как он совсем начал постарчески уже имперско как-то моросить, он у меня совсем полностью вызвал отторжение. А сейчас я борюсь, то есть я пока не пробовал его перечитывать, но, в принципе, у него еще до прозы были довольно неплохие стихи, которые мне попадались каким-то образом в позднесоветское время, странным. Искусство такая вещь, что часто бывает так, что, не знаю, относительно него, как отношение к его произведениям у меня в итоге сложится. Но, в принципе, очевидно бывает, что человечек может быть говно, а вещи делает гениальные. Дима, а у тебя ты разделяешь личности? Зависит от глубины личности, но есть такие, например, если человек говорит на серьезных щах: я люблю кино Лени Рифеншталь. Так. При этом абсолютно не разделяю ее идеологию. Лени Рифеншталь как режиссер — это безупречное стилистическое наслаждение телом и так далее. Да, отбрасываем этику, смотрим понятно, что перед нами просто какой-то фаш, и все. Он не понимает в кино. А есть фигуры, я не знаю, философ Мартин Хайдеггер, он настолько грандиозная фигура, что его увлечение нацизмом, условно говоря, на какой-то поздней стадии, я могу ему это простить. Есть за что можно попытаться его простить. Да. То есть зависит от уровня личности, от уровня наследия, которое эта личность оставила. Если это 1,5 нацистских агитки, то значит нет. До свидания, Лени Рифеншталь. Поэтому просто любить Лени Рифеншталь не получится, Да, в наше время.
Тебе нравится Хайдеггер? Ну, что значит нравится, не нравится? Ну, это крупный философ, там, да, 20 века, в общем, важный. Увлечение его, как бы, там, что он вступил, как бы, в какашечку в какой-то момент, какой-то частью своей, как бы, ноги. Ну, окей, от него подванивает, ну, нормально, в принципе, все выше, как бы, ноги, как бы, хорошо, годится. А она по макушку. А она немного поерзала, как бы поелозила, как бы там, куда он только вступил, как бы, и оттуда, собственно, и появилась. Вот, поэтому это немного разное. Как бы. Не, ну и тут философская как бы школа, система, а тут Да, и плюс тут одно гений, черно-белое как бы. документальное вот кинопроизведение. Что Ну, я еще? просто как пример, я не уверен, что это идеальный пример, как бы, Лени Рифенштейна или Хайдеггера, ну, в принципе, достаточно корректный, то есть это, да, ну, а есть, ну, вещи, которые там, ну, сложно людям простить и так далее, но Не приходит в голову, что? тут очень долгая жизнь подводит людей. Есть вот это опасность, ну, как и с Хайдеггером, вот, ну, вот, как бы, да, впасть в старость и поставить не на то, как бы, и обосраться, есть такая вероятность. Поэтому жизнь должна быть долгой, но какой-то все-таки очерченной в каких-то пределах внятности. Нельзя жить дольше, чем твои мозги, мне кажется. Это чревато. Нежелательно, видишь, Нежелательно, всякое бывает. да. Тут Не по- всегда да, от тебя да. зависит. Ты боишься этого? Не, ну что значит боюсь, как бы побезумничать на старости лет тоже приятно, чего ж нет-то, как бы оторваться. Но в принципе не хотелось бы. Лучше сперва ты, а мозг при каком-то работающем мозге, чем наоборот. Мы говорили про блатняк и про то, что он снова проникает в популярную культуру российскую и русскоязычную. Слышал ли ты Ицека Ципера? Слышал. Что думаешь? Ну, это смешно, мне понравилось. Удивился, что это такое сочетание возрастного человека и при этом такого молодежного звучания? Да нет, ну, мне кажется, много же пожилых мужчин курящих, как бы, просто он вот первый, кто это талантливо пропел, ну, либо как бы не первый, ну, то есть их было много, но вот на русском языке так легко и смешно, и остроумно, ну, вот, наверное, он. На интервью 6 лет назад ты сказал, я спросил, Россия холодец? И ты сказал, что да, мы все перемешаны, всеми нами могут перекусить. Как же это спустя 4 года оказалось актуально, про перекусить? Ну, слушай, ну, не знаю, Юра, как-то... Ну а что с Россией? Ставь на худшее, не ошибешься. Ну Тут, по-моему, да. очевидно. Ну и как-то тенденция такая же была. Не то, что это... Такое вот в эту сторону было движение. Это, в общем, было, мне кажется, не мне одному очевидно. Конечно, я не предполагал, что это, ну вот, дойдет до такой степени. А это твоя Ну, строчка или Димина? Про что? Про холодец. Про холодец Димина. Ставь на худшее, не ошибешься. Просто с прогнозом последние несколько лет. Как вы относитесь к тому, что треки становятся пророческими, когда они зарифмовываются с реальностью? Вы что в этот момент чувствуете? Для вас это обычная история или нет? Ну, да нет, ну мне кажется, это такое, на самом деле, не хочу никого обидеть, но это какое-то журналистское клише. То есть журналистам интересно там, я помню, вот надо вспомнить дорогих коллег, была такая художественная группа АЭС плюс Ф, они сделали исламский проект, это было за какое-то время до 1 сентября, что-то там. 1 или 11? 11-го, да, прошу прощения. И вот тогда все бегали, какие они... Ну, то есть, как бы, варианты будущего, разные художники, писатели, как бы, и так далее, они... Есть песни, книжки, изображения, где представлены все возможные варианты будущих событий. И какие-то из них просто Ну, сбываются. естественно, да. По аналогии со стоящими часами и дважды правильно показываемым временем. То есть тут никакой заслуги каких-то как бы именно творцов, именно вот какой-то пророческой задачи, что-то увидеть сквозь что-то, ну, это просто, это какая-то приписываемая, несуществующая как бы история. То есть вам ближе тейк, как сейчас просто после своей смерти весь YouTube полон шортсами Жириновского, который что-то напрогнозировал. Ну, он все напрогнозировал. И кто-то, Да. и кто-то Это говорит, все что пятно гений, Роршаха. гений. Да не, ну а это- все говорят, что он напрогнозировал на 3 тома, а сбылось типа 10 предсказаний. И поэтому Да, конечно. Это все как Ван Гог, как Нострадамус. Ну, это такие пятна Роршаха. Это можно в этом увидеть вот то, что ты хочешь. И я имею в виду в случае там Жириновского. А в случае нас, ну, просто...
ну, мы пишем песни в этом смысле, ну, вот, может быть, как раз Сорокин в большей степени, с довольно большой степенью сходства потом происходит. Не, ну все равно Сорокин описывает красивый, эстетский, Ну да, вычурный мир при всей своей нере. А то, что происходит, ну это не Сорокин, это просто мудачье беснуется. Ну, это все некрасиво, да. Да, и все как бы. Тут нет никакой идеологии, никакой китайской стены, ну, вот этого всей красоты, никаких тебе метел как бы с головами опричников. Нет ничего, просто... Да, традиционных сапожек нет, да, красных. вот как бы нет... Ут модернизированных, Да, в влюбленных том пенисов. числе. Нет, только плохо шитые косоворотки, пока их предел как бы вот в стилистическом отношении. Как бы даже софьяновые красные Поэтому сапожки они не тянут. Поэтому, на мне кажется, это немного золотых, оскорблять гвоздиках не скорее как бы писателей и художников, приписывая им то, что они разгадали каких-то просто идиотов. Как бы. Нет. Ну, создан мир как бы цельный, эстетичный, а тут нет. Тут разрушается наоборот. Насколько я понимаю, у Кровостока есть традиция, когда, ну, или так получалось, что какое-то время после выхода альбома проходит, вы выпускаете 2-3 сингла, и после этого, и это значит, что грядет альбом. После «Науки» вы выпустили в 22 году «Бабочки», потом «Ленин». Значит ли это, что альбом недалеко? Альбом, в принципе, недалеко. Он, как бы, материал практически готов. Ну, и он там сейчас как-то... Ну, в общем, запись, все в работе. И когда это может случиться? Сложно сказать. Ну, просто сейчас мы впервые делаем альбом в таких, ну, новых для себя обстоятельствах. Ну, и плюс, чем старше мы становимся, тем больше понимаем, что, ну, как бы спешить особо смысла нет. И, в общем, все идет, как идет. Будем надеяться, что там... Может быть, в конце этого, может быть, в следующем. Что-то такое. Мы себе дедлайнов пока не ставили. Как вы пишете музыку? Это все делает Фантомас или вы даете советы? Нет. То есть это сложно назвать советами. Он делает прекрасную музыку. Мы скорее можем все вместе советоваться, когда, например, мы записываем на музыку, ну вот, акапеллу, и там, например, кому-то из нас одному или двоим, ну, кажется, что может быть, ну, не совсем они совпадают, мы ищем. Ну, вот на таком уровне советуемся. В основном мы ему полностью доверяем процесс, мы с ним, ну, много лет работаем, он очень хорошую делает музыку, в этом смысле, ну, он точно в этом понимает лучше, чем мы, и мы не особо, ну, то есть лезем по минимуму, и, в общем, он прекрасно делает музыку, тоже являющуюся визитной карточкой нашей группы настолько же. Есть люди, которые понимают ценность Кровостока, ну, там, текстоцентричность группы, и что это за тексты, и там, и стиль, и, в общем, мир, который создает группа, они не могут понять, почему настолько одинаковая музыка, настолько узнаваемая музыка. Это намеренно или так получается? Ну, что? Стиль, ну, то есть, что монотонный бит, разный, но монотонный, в большинстве, не во всех, но в большинстве песен встречается. И людям... У нас прекрасный музыкант, он делает свою узнаваемую, как бы... Вообще, мне кажется, я тоже хотел бы... Вот эта вот идея, что как бы Кровосток как-то текстоцентричный, то есть мы музыкальная группа. Если бы у нас была хуевая музыка, никто бы никогда это говно бы не слушал. Вот это просто, ну, это элементарно, это важно. То есть надо понять, что это крутой музыкальный... Если меня спросить, я лучше минус послушаю Кровостока, чем со словами. Меньше грузит, так более медитативно и так далее. Вот. Ну, я, конечно, на самом деле ни того, ни другого не буду делать, но неважно, теоретически. Ну, мы это все слышим, да, достаточное количество раз при изготовлении. Вот. И поэтому, собственно, все держится на музыке. Ну, она какая? Она узнаваемая, авторская, как бы, и единая. И, собственно, те, кто понимают... Ну, то есть, как я понимаю, часть людей прикалываются к Кровостоку именно по музыке, скорее помоложе. Есть треки, где от привычного звука группа уходит. И в интерпретациях, на Ютубе много интерпретаций, там, что делает Кровосток, звучат несколько версий. Вот, да, подтвердите или опровергните. Например, «Деревня» и то, как это звучит, это сатира на автотюновый рэп молодежный, который тогда появился. Ну, в какой-то степени, безусловно, да. «Душ». Есть ли там какая-то отсылка, влияние, сатира на вот этот американский рэп, который появился? Мигос и все остальное. Безусловно. А как это происходит? Что просто Фантомас приходит и говорит, давайте сделаем что-то в таком ключе? Или вы слышите и думаете, а давайте мы такое добавим?
Я вот сам впервые об этом задумался. Мне кажется, это происходит... ну, то есть, это же песня с его участием. И он помоложе нас, как бы. И он лучше эту сатиру может... Ну, то есть, он лучше может ее, ну, как бы сказать... Я не сделаю, как бы, сатиру на Мигос, как бы, ну, условных Мигос, как бы. А он понимает, как это сделать, и делает, и у него хорошо получается. Ну, когда он это делает. Не, и плюс я... Ну, не именно на Мигос, но вот на музыку. Ну, да, вот. да. Ну, это как бы одна, да, можно сказать, из наших, ну, таких технологических шуток. Мы время от времени делаем, ну, вот музыку, как бы... Я с удивлением прочел, что... пародирующий актуальный какой-то стиль, который на самом деле хороший, как бы, и плюс еще можно его спародировать. О, это шакал? Угу. Еще раз, это шакал. Дикая собака. Да. Она просто здесь гуляет? Да, она съест собаку, если она будет без поводка. Или не съест, он хороший, судя по всему. То есть лона природы просто. Угу. И стоило всего лишь расплавиться велосипедистом. Прошу прощения. Как вы думаете, к нам может прийти? Ну, по-моему, идет. Думаю, что да. Кругами так подходят. Маугли читал? Ну так там же вроде отмахались. Так мы Ну, сможем. будем махаться, значит. Да, да, так и есть, ребят. Да? Да. Так. Может быть, ты уйдешь Давай-ка. отсюда нафиг? Все, ну пусть сидит, а мы продолжим. Мне кажется, мы его просто интересуем. Да. Он понял, Да. что он с нами не совладает. Да, ну, слава богу. Надо ли мне рассказывать? Смотрите, вот мы напряглись, а израильские дети нет. Просто удалили шакала с территории. Я хотел сказать, что это не стёб. Это... Я вот узнал, что, например, Моцарт, в произведениях Моцарта, и Моцарт, и композиторы его эпохи, они просто гонялись, если появился какой-то новый девайсик, какая-то шкатулочка, какая-нибудь что-нибудь такое брянькающее, какая-нибудь новая штучка, то шла конкуренция, кто быстрее все это просто засунет там в свои произведения. То есть как бы новые возможности — это, собственно, язык музыки. И любой новый там автотюн или другая какая-то нехарактерная там ритмика, ну, помимо того, что это какой-то пародирование, ну, и какое-то культурное, так сказать, отсыл и омажирование как бы данному направлению, это еще просто, ну, новая палитра, новые возможности там. Ну, Вот как это. маркер модности в том числе, да, Да. как-то. А музыка без этого не может. То есть это же такой устаревающий, то есть там как бы новизна важна. В Твиттере Кровостока закреплено сообщение от 27 февраля 2022 года. Наше сочувствие и поддержка людям Украины, наше презрение Владимиру Путину. Вы выступили против войны, но право на работу фактически в России у вас отняли только через почти полгода. В июне, летом вам запретили концерт. Как это было? Я не помню, как именно, но вот да, уже до этого просто это была повторяющаяся ситуация и у нас, и у других групп, вот, которые были, ну, как-то не нужны, неудобны. По описанию мы это знаем, ну, от организаторов. К нам никто, ну, в связи с этим не обращался. Обращались обычно к организаторам с той или иной степени ультимативными требованиями не делать наш концерт. Вы поняли, что все? Ну, мы поняли, что да, но это по факту так и было, там сложно было это не понять. Вы оставили сообщение вот такое, что оказаться в компании запрещенных артистов очень лестно. Действительно лестно. Ну, конечно, но это еще немного из детства и юности, в том смысле, что в моем позднесоветском детстве, ну, круто было слушать запрещенные группы, они были AC/DC, KISS, фашисты, расстреливающие из автоматов своих фанатов на концертах. Ну, это обладало таким ореолом привлекательности. В общем, само то, что группа была запрещенная, уже могло быть достаточным для проявления интереса, как минимум. Когда ты уехал? Примерно 1,5 года назад, плюс-минус. То есть это было позапрошлой осенью. Ты уехал в Грузию. Я уехал в Грузию, да. Почему туда?
Я, честно говоря, уже, находясь в последнее время, когда я находился в России, у меня уже было ощущение, что в какой-то момент с очень большой степенью вероятности мне придется искать какое-то место, в котором мне придется жить мою новую жизнь. Еще до войны? Да. Ой, еще до войны. Ну, и до войны, и после. Я после того, как началась война, летом приезжал и жил 1,5 месяца в Тбилиси. Мне было интересно посмотреть, как я в более длительной перспективе вообще там себя почувствую. До этого я бывал, в каких-то туристические сроки там находился. Вот, и мне там показалось хорошо как-то. Мне эти 1,5 месяца было абсолютно комфортно, мне не надоело, как-то, в общем, мне стало дискомфортно. Теперь это твой новый дом? На данный момент, да. Буду надеяться, что он таким и останется на неопределенно долгое время. Надеюсь, ничего, что я расскажу, если чего-то говорить. Да. Ты просил раздать интернет, и чтобы поменять язык, я увидел, у тебя первый после русского идет грузинский, а не английский. То есть уже ты настолько проникаешь? Я учусь грузинскому языку. У меня чудесная преподавательница Тевзая Нана. Вот я уже 4 месяца изучаю. Могу писать, могу читать не по слогам, а уже просто слова. Знаю какое-то количество. Ну и могу пока очень базовые вещи говорить. В магазе ты на грузинском? В магазе я сейчас чаще уже на грузинском, да. Кто-то посмотрит и скажет, а что ты уехал? Тебе что-то угрожало? Кто-то посмотрит из... Не знаю, из тех, кто остался в России. Я не проверял, фактически, нет. Мне просто уже было сильно некомфортно. Был эпизод на вылете, у меня был разговор с, видимо, работником спецслужб, который задавал мне абсолютно бессмысленные вопросы. Явно его целью было потянуть время. Так, ты давал паспорт пограничнику? И он его унес. Он его унес, да. Окей. И дальше тебя в комнату пригласили? Да, долгая и не очень интересная история. В общем, он задавал мне тупые вопросы, которые, он явно и так знал. И потом уже по прилету в Казахстан я связался с Павлом Чиковым, и он мне рассказал, что это значит, что на моем паспорте есть некая метка, и каждый раз при въезде и выезде люди связываются с людьми, и некий человек либо группа людей по своему произволу решают, выезжать мне или нет. И я, просто поняв это, решил не пробовать и не испытывать судьбу, тем более от этого во многом зависит наша концертная деятельность, и из Астаны полетел в Тбилиси. А ты в Казахстан ехал просто? У нас там были концерты прошлой осенью в Алматы и в Астане. Костя Коте, наш музыкант, он уже был в Грузии в тот момент. А я где-то через месяц отъехал в Израиль на пару месяцев. Я на самом деле же, еще недавно был. То есть я уезжал, приезжал, уезжал. Вот, а потом, там какие-то были вопросы, которые мне надо было решить. Сейчас, в данный момент, снова отъехал. Но, по сути, ты сейчас не живешь в России? Да, по сути, нет. Как ты чувствуешь себя вне России? Понятно, что ты возвращаешься, но вот эти 2 года, когда, как я понимаю, большую часть времени ты провел не дома. Так где-то между, да. Будь моя воля, я бы не уезжал, конечно. То есть, мне нравится там Москва, квартира моя, все дела. В принципе, я мог и до этого жить там где-то в другом месте, но Москва — это было место выбора. Но, с другой стороны, слава богу, я могу себе позволить жить и не в Москве. И глупые слова типа ностальгия там, и что-то, как-то употреблять я не буду и не готов. Живу в каких-то других городах. Тоже прикольно по-своему. Почему ностальгию не употребляешь? Очень много такой разлито в такой вот русской этой какой-то среде, такой истерики, замешанной на такой пожилой горчинке. Такая тяжесть, горечь, такая хуета. Вот. Мне кажется, это, давайте без этого. Вот. Все прикольно, какие-то люди в Европе, там что-то такое, сложно, держитесь, вот.
несложно, тем более держитесь, как бы, ну чего. Вот, нормально же все. Психолог от Бога. Да. У кого-то возник вопрос, а почему вы уехали? Мы не можем как бы давать концерты, а это наша как бы работа. Мы как-то решили немного давать концерты в других местах, поэтому если у нас нет концертов в России, то какой смысл нам, собственно, быть в России? И плюс мы еще, видимо, по какому-то недоразумению еще никуда не занесены там в какие-то дальнейшие списки или какие-то там типа репрессий, подрепрессий. Но понятно, что это вопрос времени. Ну, есть разные стратегии. Есть 3 стратегии. Можно кормить с собой крокодила, можно не кормить с собой крокодила, а можно как бы насрать на это. Просто рядом. Ну и как-то лучше не кормить с собой крокодила. Ну, то есть это по темпераменту. Там. Я вот долго как бы терся рядом с крокодилом, но вот как-то понял, что лучше, наверное, как бы, да. Насколько отсутствие гастролей в России позволяет жить не в России? Позволяет, так могу сказать. Ну, понятно, что доходы уменьшились, но не настолько, чтобы я... В общем, в моем случае я не испытываю нужды. Я живу, в общем, достаточно хорошо в чудесном Тбилиси. Мне хватает на все, что мне нужно. Сейчас я вспомнил, что я в прошлом интервью говорил, и это, в общем... Также и осталось, сохранилось. В общем, мне немного нужно для счастья. Вот. И в этом смысле мне как и хватало, так и хватает на все необходимое. Война принесла тебе какое-то разочарование в конкретных людях? Друзья еще раньше все, ну, то есть прямо друзей близких, кто меня разочаровал, не было. Все-таки у меня давний фильтр, как бы. Знакомые приятели, конечно, да, и многие в разной степени. Вторые, наоборот, приятно удивили. Вот, но в принципе мне уже было понятно, скорее для меня это было в другом переломным моментом. Я до этого мог пытаться людям вот с другой позиции как-то объяснять, поспорить, что-то донести свою точку зрения. С этого момента я перестал это делать. Ну, если уже человек не понял, ну, как бы... Как говорится, кто не понял, тот не понял. Слушай, а у тебя всегда был такой заразительный смех? Это же одно из главных впечатлений от того интервью. Народ просто очарован был тем, как клево ты смеешься. Надеюсь, что да. Ну, как-то тут тоже со стороны виднее, но, как я понимаю... Я в такие моменты всегда вспоминаю, настоящая стюардесса улыбается до конца. Делай, как она. Настоящая стюардесса улыбается до конца. Просто делай, как она. Да, я надеюсь, я буду смеяться до последнего. Честно, я понимаю, что делать еще раз такой трейлер, ну, это повтор, это не круто, но вот я даже сам для... Чуть-чуть. Да, но если ты не против, я честно сам для себя просто насобираю твой смех вот просто в тяжелые моменты, когда, на случай, когда тяжело, смех Шила на репите. Юра, дорогой, на здоровье, если помогает, хоть чуть-чуть, буду только рад. Алексей Навальный давал нам интервью после отравления и рассказывал про свои галлюцинации, которые были после того, как он приходил в себя, и рассказал, что это очень похоже на трек «Кровостока», и ему нужно будет с вами после этого пообщаться. Вы ему написали на это в Твиттере: «Леха, прости за bad trip». Было ли у вас общение после этого отравления? Нет. Вообще? Нет. Только этот твит? Как вы относились и относитесь к Навальному? Ну, хорошо. Абсолютно героическая фигура, как бы удивительно. Такого в России давно не было. И крутой чувак, который прожил по канонам классической античной трагедии, которая, как известно, разворачивается между двумя смертями, между символической и, так сказать, фактической. И то, что он продемонстрировал, это, ну, это героический уровень как бы подхода, но вот, так и относимся. Ну, я отношусь, то есть, я не знаю. С большим уважением. Человек, как бы, высочайшего уровня духа, прошедший очень самурайский, можно сказать, путь
принесший себя в жертву. Он надеялся, что будет, мне кажется, по его возвращению реакция более как бы активная в этом смысле. Ты имеешь в виду, чтобы больше людей вышло на улицу после воздержания? Да, но в любом случае это был очень жертвенный, ну, мужественный шаг, как мы видим, это закончилось трагически, но... Вы выступали на митинге в 2019 году, митинг за свободные выборы. Сомневались ли вы, когда вас туда звали? Нет. То есть в политическом можно принимать участие? Ну, вообще, Ну, тогда можно было. тогда был тот момент, когда было ощущение, что нужно. Как давно ты гражданин Израиля? С 90-го года. Мы приехали в Израиль, и мы проводим с вами 2 дня, и между 2 этими днями случилась самая массированная атака, которая когда-либо на Израиль случалась. Огромное количество дронов, ракет, и, как я понимаю, это первая прямая атака Ирана. Не через прокси, а прямая. Как ты провел эту ночь? Ну, прекрасно. Мы с Антоном посмотрели телевизор, и когда служба тыла сказала, что всем можно ложиться спать, мы легли спать. В 4 утра это где-то Ну, было. около того, да. Ты хоть чуть-чуть боялся? Сейчас крутые времена. Вот ковид, это сперва, потом русско-украинское, потом это все. Сейчас как-то сложно уже бояться. Ну, чего тут уже бояться? Как бы так все это одно перетекает из одного в другое. Да нет, ну нормально. Не, я понимал, что, наверное, либо не долетят, либо перехватят, там, либо что-то такое. Ну, так, в принципе, оказалось. Я впервые оказался под потенциальной бомбежкой, и мое ощущение — это то, насколько люди доверяют своему железному щиту и вообще своей армии. Потому что уже когда закрыли небо над Израилем, в барах во Флорентине народ сидел и, в общем, никуда не торопился. Ну, по крайней мере, в Тель-Авиве, до которого в итоге, так я понимаю, вообще ничего не долетело. Удивительное ощущение. Когда у людей и государства может быть какое-то доверие друг с другом. При всех кризисах этого доверия, которое случилось в том числе после атаки Хамас. Да, я бы с тобой полностью согласился и поддержал тебя, это тут есть, но после того провала чудовищного на всех уровнях, который произошел 7 октября, тут вообще сложно хвалить, ну, действительно, и текущее как бы государство израильское, и все силы безопасности и так далее. Я не хвалил, я говорил, как люди относятся. Нет, люди, да, в этом смысле, да. Удивительно. Нельзя позволить какому-то режиму Айтол как бы испортить этот замечательный субботний вечер. Как бы. Люди нормально к этому относятся. Когда Израиль начал операцию в Газе, Кровосток опубликовал у себя в Инстаграме израильский флаг и комментарий «Желаем победы». Как ты воспринимаешь то, что происходит в Газе последние полгода? Как военную операцию возмездия за события 7 октября прошлого года. Ну, там какого-то много трэша, наверное, военных преступлений, которые я никак не могу оправдать и как бы, что-либо сказать в их защиту. Вот. Но посыл этого мероприятия мне совершенно понятен. Вообще до 7 октября я был большим критиком как бы Израиля, и редко солидаризировался с тем, что, в общем, с какими-то его политическими и военными решениями. Ну и после я редко... Но вот сам факт того, что произошло 7 октября, как бы, то, что устроили эти ребята, они просто не оставляют никакому там правительству, никакому, вообще. Они не оставляют вариантов реакции на это. Действительно, Хамас должен быть, его не должно быть. Но то, что со стороны израильской армии есть трэш и преступления, ты признаешь? Именно подробно за этим не следил, но я уверен, там столько гражданского населения, такая плотность, там не может не быть. Просто по факту. Опять, я не адвокат израильской армии, но я уверен, что кровожадность — это не основной, применительно к гражданским, это далеко не то, ради чего они делают то, что они делают. Распространенное мнение, повод, разумеется, несопоставим, никто ничего не говорит про повод, но то, что армия Израиля делает в Газе, ничем не отличается от того, что армия России делает в Украине. Нет, во-первых, она отличается тем, что понятно, что армия Израиля делает в Газе, и непонятно совершенно, что само присутствие армии России в Украине
для этого нет как бы причин. Это бесспорно. Я про методы, а не про... Вот. Методы, я не знаю, мне сложно сравнивать, я не военный эксперт и так далее, но я вижу другое немного. Не, ну как война, там убивают, и тут и там, в этом смысле параллели есть, но есть две даже попытки. Одна сказать, что Израиль тут Россия, а вторая сказать, что Израиль тут Украина. Вот. А я скажу, что нет. Израиль тут Израиль, Россия тут Россия, Украина тут Украина, а Хамас тут Хамас. Это совершенно разные истории, две разные. Вот. С двумя разными несчастьями, двух разных. Это, мне кажется, упрощающая параллель. Ты видишь, как армия проводит эту операцию, когда ты видишь количество гражданских жертв, которые там происходят, как я понимаю, в огромном количестве. О чем ты думаешь в этот момент? Когда армия твоей страны идет... Вот... Ты имеешь в виду моей страны России или моей страны Израиля? Израиль. Нет, у меня тут просто две страны. Нет, что ты думаешь про жертвы, которые армия России несет в Украине? Я знаю прекрасно, потому что я думаю, мы думаем одно и то же. Вот. А именно я спрашиваю про Израиль. Я был потрясен самим событием. Я даже как бы, если по чесноку, чуть отступлю, я как бы очень люблю рейв. Джон Леннон считал, что до Элвиса ничего не было. Я считаю, что до рейва ничего не было. И я не люблю, когда убивают рейверов. Это мой очень неприятный такой фантазм. И когда я просто прочел, что рейверов как бы зафигачили эти звери, мне не потому, что там я израильтянин, а они израильтяне, а я просто как старый рейвер, как бы по отношению к молодым рейверам. Мне сложно оправдать тех, кто убивает рейверов, вот что я хочу сказать. Вот, это одна из моих как бы мотиваций, нахождения стороны в этом как бы конфликте. Вот. И я за рейверов. Я против тех, кто против рейверов. Психоделики и музыка на свежем воздухе, и надо пить больше воды, это очень важный момент в жизни каждого человека. И нельзя прибегать и убивать тех, кто этим занимается. Это понятно. Да. Тем, кто убил, неважно, рейверов, даже если бы это был концерт Олега Газманова, ну, тоже, да. Не дай бог, это им не прощение, только наказание. Как быть с десятками тысяч людей, которые, собственно, вина которых только в том, что они живут на одной территории с террористами, и они гибнут в огромном количестве? Как быть? А как вот быть? Как? Переживать. Я не знаю, как быть. А ты что думаешь, как быть? Мне очень их жалко. Потому что... вообще все эти там палестинцы, кроме Хамаса, это несчастные люди. То есть какие вообще проблемы? То есть у меня к ним претензий нет. Вот ребята, которые оказались, они, типа русских, нас, типа, там часть смогла выехать, они не в Газе, часть в Газе. У них вот эти вот долбоебы, как бы, которые вот устраивают такие вещи, как бы ими правят. Да, они там на очень узкой полосе. Одно из самых населенных мест в мире. Египет их не хочет забирать в качестве мирных беженцев. Их никто не впускает. Там море, Израиль, Египет. Куда им уходить? То есть, я не знаю, мне сложно тут кого-либо оправдывать. И как бы понятно, что гражданские люди ни при чем, и они гибнуть не должны. Но, как нам подсказывает опыт, текущий и прошлый, в войнах гибнут люди. Поэтому, мы говорим, что войны, может быть, без войн, давайте. Вот. Но сейчас война. И вот такое вот. Видишь ли ты какое-то стратегическое решение арабо-израильского конфликта? Это нерешаемый вопрос? Навеки вечные? Появился решаемый вопрос. То есть вот после 7 октября уже есть повестка для Израиля, она осознается не мной, а действительно какими-то умными здесь живущими людьми, которые... Две задачи, значит, надо победить, закончить войну, вынуть, задача максимум, вынуть заложников, вернуть их. А второе, нужна тотальная переделка как бы Израиля во всех сферах. То есть, прям реально нужна другая армия, другая как бы сфера безопасности, и другая политическая система. Это, понятно, очень утопично и как бы идеально, но это так или иначе должно произойти с Израилем, потому что, кризис 7 октября – это
сложно пока осознаваемый многими удар по вообще возможности существования Израиля. И повторение этого кризиса будет фатальным, просто фатальным. А очень много проебов, много очень ошибок, очень глупости много, очень много ксенофобии, очень плохое правительство, очень много говна. И да, то есть Израиль должен измениться, и те ребята должны чуть измениться. Ну, а в принципе, почему нет? Место большое, хорошее, торговать надо, спорить, кто хумус придумал. Вы хумус придумали, мы хумус придумали. Вот, так надо, как по-нормальному. Пока мы здесь гуляем, ты посоветовал фильм для тех, кто хочет понять, как Израиль живет в текущей ситуации. Да. Я хотел бы посоветовать, тем, кто интересуется проблематикой, чтобы, может быть, понять. И вообще, это хороший фильм. Называется он «Тель-Авив в огне». «Тель-Авив on the fire». «Тель-Авив баэш». И это хороший фильм, по-своему веселый, капельку грустный, где именно представлены два взгляда, два нарратива на проблему Израиля. Палестинский и израильский. И фильм это израильский. Но при этом он достаточно корректно все это показывает. И принимает, и демонстрирует эти два нарратива. И их важно понять. Герой парень, который работает на студии палестинской, который снимает сериал. Там главный герой — это палестинский араб, живущий в Восточном Иерусалиме, который работает у своего дяди, помогает со сценарием, который в городе Рамале, в палестинской автономии, у него студия, он снимает, собственно, сериал «Тель-Авив в огне» про яростных палестинцев. Это очень такой вкусный сериал, который пользуется популярностью и у израильтян, и у, собственно, арабской части. И там, собственно, его перехватывает другой пограничник израильский, который понимает, что он работает над сценарием этого фильма, пытается узнать, что будет в следующей серии, чтобы перед тещей щегольнуть. В общем, там ряд мероприятий. И, в общем, этот израильский пограничник, внимание, спойлер, потом становится просто хорошим актером в арабском сериале, который снимается в Рамале. Но фильм отличный. И это правда жизни, что на Западном берегу, в Палестине, есть студии, которые производят сериалы, фильмы. Да, почему нет? Просто для тех, кто не знаком с жизнью. Да, на Западном берегу все активно. Вы не только музыканты, но и художники. Что из арта, в самом широком смысле этого слова, произошедшее либо с Россией, либо с миром, вам показалось интересным? В России просто уничтожено абсолютно. То есть в конце 80-х, в начале 90-х годов художники были очень крутыми персонажами. То есть это прошел аукцион Сотбис в конце 80-х, и одно из таких, в общем, первый такой прорыв на Запад, продажи русских, советских тогда художников за большие деньги, первые выставки и так далее. Это был и материальный, и такой символический успех. В общем, там был ряд авторов, некоторые из них появились с новыми зубами и красными «Жигулями». И за них можно было только порадоваться. А потом был 90-е, какая-то активность, было много выставок. А сейчас же были страшные обыски, прям где-то около месяца назад. Почему-то это подвязали как-то к делу Верзилова, что ли. И там у Толи Осмоловского, и у каких-то художников других, которых мы не знаем лично или что-то такое. В общем, какие-то были адские проблемы. С современным искусством все свернулось очень давно в России, задолго до того, как свернулось со всем остальным. То есть, формально говоря, с музыкой и кино они свернули последними. Потому что это все-таки имеет какую-то коммерческую составляющую, как-то окупается, а искусство это все-таки, тут нужны какие-то гранты, участие государства и так далее. Ничего сейчас хорошего о текущем состоянии русского современного вообще искусства сказать сложно. А в мире? Есть что-то в мире, про что вы можете сказать, что это... В мире картины и суперяхты — это самые дорогие вещи, которые сейчас продаются. Это самое главное, что надо понимать о положении искусства. Если имеется в виду какой-то такой
финансово-банковский взгляд сверху. Либо суперяхта, самая технологичная, запредельная и сложная вещь. Ну, то есть имеется в виду та, которая с маленькой подводной лодочкой, со своим как бы вертолетом, вот, ну, вот это все. Вот. А есть прям, да? Да. Нет, современная суперяхта это как бы как эсминец, но в миниатюре. То есть это прям космос, как я понимаю. Чудо инженерии. Да, и технологии, и материалов, то есть всего как бы, то есть там это вообще... И если ты не можешь продать яхту и купить там картину абстрактную Марка Ротко примерно за эти же деньги. Вот, то есть вот можно выбрать. Все остальное стоит дешевле. Это не гипербола была? Нет. То есть есть картины, которые могут стоить десятки миллионов долларов? Под сотни миллионов долларов. Да. Ага. А что это за картина? Ну, это, надо посмотреть, там, как бы, текущие аукционы, они обновляются, но есть ряд авторов, там, я не знаю, Ван Гог, «Подсолнухи» Ван Гога еще лет 15 назад были за 80 миллионов проданы. Есть ряд, там, не знаю, Раушенберг, какие-то недавно умершие депрессивные белые, как бы, которые сейчас стоят очень дорого. Которые почти наши современники. Плюс-минус. Да, нет, есть наши современники, черные, которые как стоят... Баскья, например, да. Есть десятки людей, живущие сейчас, пожилых, искусство которых стоит десятки миллионов долларов, да. А есть какая-то... Я спрашивал 6 лет назад Антона про какие акции в истории российско-советского современного искусства его впечатлили. А что-то из мирового за последние годы, что в мире случалось, я говорю про современное искусство сейчас. Что... В мире нет. Сейчас современное искусство, это не 70-е, когда люди устраивали акции, там, когда было что-то, о чем можно говорить. Сейчас говорить не о чем. Сейчас просто это цифры денег. Это скучно достаточно. Акционизма особо нет, потому что это, глупо и не окупается. То, что раньше было акционизмом, сейчас политический активизм просто, и все. Телесности, какие-то там австрийские акционисты, которые там подвешивали себя там за какие-то крючки, тоже сейчас это не прокатят. И, просто это буржуазный мир, где какие-то не очень выразительные квадраты закрашенной поверхности меняются на десятки миллионов долларов. Вот, плюс-минус. Вот. И много мусора, насыпанного на полу выставочных залов. Чего-то такого. И мониторчик с чем-нибудь. Слушайте, обычно же так не художники рассуждают. Обычно это как раз... всей нашей любви. Это как вот обычно такие, там, условно говоря, как я, обыватели, или знаменитый диалог «Из о чем потому говорят что мужчины». очень много людей, которые профанируют это, и вот из-за того, что их масса больше, чем тех, кто в этом же жанре что-то может действительно показать, что заденет твою душу, они полностью это девальвировали, как, в общем, во многом довольно прикольного художника Дали, куча его подражателей, довольно сильно вообще это как стиль тоже... чуть девальвировало это, перестало быть таким чудесным, все эти перетекающие... Взгляд обывателя скорее чуть слишком доброжелательный по отношению к современному искусству. Мне кажется. Я скорее того обывателя беру, который абсолютно солидаризируется с этим монологом или диалогом, который мне пошло было даже, который давно стал уже пошлостью, хотя на тот момент был прикольным. Это кажется, о чем говорят мужчины, первая часть, когда они рассуждают про унитаз и музей... Про Дюшана. Про Дюшана, да. А ты же, по сути, как бы... Нет, я не говорю о Дюшане. Дюшан был в 13 году, 1913. А я говорю... ты же спросил, что сейчас происходит, да? Сейчас люди таскают все тот же унитаз, с 13-го года. Да, тогда Дюшан был очень крут, а сейчас, в общем, быть Дюшаном, это странно. Шило рассказывал, что он атеист. Ты? Просто так атеист, так скучно. Не, конечно, атеист, да. Скучно? То есть во что-то ты веришь? Нет, я ни во что не верю. Я, безусловно, атеист. Метафизика — это круто. И она есть. И что-то шуршит где-то. Вот. Так или иначе это есть. Вот. Но при этом я, безусловно, атеист. Мне нравится, мне стали раздражать всякие есть такие серьезные, спорящие, атеисты, какие-то по типам наука против мифов. Он там сядет с батюшкой, и он так по середняку доказывает, что там, Бога нет. Понятно, мужик. Вот. То есть только ему серьезно, по-моему, даже батюшка уже глумится, то есть. Вот. Понятно, нет, но тем не менее, поэзию, сумерки, темноту мира, много неясного, очень-очень много странных и запредельных вещей.
это не отменяет. Я как бы атеист, который верующий в сложность и многоскладчатость как бы нашего мира, так скажем. А карма, она как печень, с трепетом надо к ней. Она задувает свечи тем, кто не милый ей. Верите ли вы в карму? Не лирический герой, а вы. Как... Не, ну как какой-то закон на уровне, там, не знаю, Е равно МС квадрат, такого закона нет. А на уровне желания справедливости, ну, на уровне желания в это поверить, да, но на уровне жизненного опыта тоже не всегда. Но как генеральный принцип лучше придерживаться того, что она есть, исходя из того, что, ну, в общем, так, наверное, надежнее. Ну да, карма, или то, что и называется, можно сказать, это, ну, как человеческие моральные принципы, как бы. То есть, если ты веришь в то, что, ну, зло будет наказано и добро восторжествует, значит, ну, ты придерживаешься неких этических принципов. А так, понятно, в жизни мы часто видим, когда бывает абсолютно не так. Ну, тоже мы не видим темные стороны изнанки, мы не понимаем, может быть, карма продолжается и после, поэтому все-таки лучше в нее верить. На том свете? Ну, нет, ну, в каких-то там, в том или ином изводе. Может быть, это касается детей, может быть, это касается того света, может быть, это касается памяти, может быть, это касается... Это может касаться очень многих вещей. И лучше верить в что-то подобное. Вот. Детей следующее поколение. Ну, а почему нет? Это очень библейская история. Только что дети называется, и отвечают за родителей. Ну, по факту. Ну, то есть, может быть, все декларируют, что дети за родителей не отвечают, но все, что происходит, это сплошной ответ детей за родителей. И это как-то, мне кажется, должно родителей как-то к чему-то мотивировать, если они не верят в непосредственную карму для себя. Как ты относишься к тому, что дети по факту отвечают за родителей? Это скорее хорошо или скорее плохо? Я не знаю, у меня детей нет, поэтому я, может быть, так легко об этом говорю. Нет, ну как, дети — это, ну, люди, а что значит, ну, как бы, а ты сделал что-то плохое каким-то другим людям, а твои дети — это тоже люди. Ну, то есть, имеется в виду, а почему нет? То есть, а кто еще отвечает? Кто будет, как бы, страдать, кто там за тебя? Там, в символическом смысле. Ну, если ты какое-то говно делаешь, имеется в виду. Дочке Сталина окей, что там, дочке Путина через несколько лет будет окей, если сейчас ей окей. Вот. Не факт. То есть тут такой вопрос. Может быть, а может и не быть. Вот. То есть тут не касается дела каких-то именно, ну, там, это может быть на разных уровнях, от эмоционального, там, материального, какого угодно. Мы записываем этот выпуск на неделе, когда вышел выпуск из Черногории, который мы снимали с стендап-комиком Андреем Айрапетовым. Там в числе сюжетных линий была сюжетная линия, где нам экскурсию водил очень интересный парень по Херцег-Нове и рассказывал историю про то, как устроители и исполнители хорватского геноцида, как они прожили свою жизнь. И там есть повод задуматься и произнести в очередной раз фразу было, что справедливости не существует, потому что некоторые из них прожили. А дети как проживают свою жизнь? Ну, те, кто осуществлял геноцид. Социология коротких отрезков, она всегда лжива и в любую сторону обратима. Карма — это же такой протяженный процесс, тогда надо рассматривать какие-то протяженности. Ну, то есть они могли где-то там поныкаться или не ныкаться и умереть своей смертью. Да. Ну, давайте чуть как бы посмотрим дальше. Просто я не знаю статистики, собирали ли ее. Слушай, просто, видишь, я никогда об этом не задумался, но при этом я понимаю, что меня вот это реально же мотивирует. Потому что история, я даже в паблик иногда это несколько раз выносил перед какими-то там решениями, постами, заявлениями, что мне важно, что об этом подумают дети, когда вырастут. Вот. И мне важно быть не говном. Но я никогда не формулировал это так, что... Я много думаю о карме, вот очень даже... без деталей, но на самых крошечных примерах. Вот. Но никогда не думал, что это подсознательно меня и с этой стороны тянет. Мы просто опрос сегодня опубликовали в Телеграм-канале. Вопрос по мотивам последнего выпуска. Справедливость в жизни есть? Ну, понимая, что между кармой и справедливостью много общего. Как вы думаете, какой результат? Думаю, что большинство людей сказали, что нет. А вот насколько большинство? Ну, примерно. 80%.
Не знаю, 60%, я думаю. 28, что есть, 72, что нет. Ну, так нельзя понять. Что касается жизни и справедливости, такой был французский философ Бодрияр, и он хорошо это сформулировал. Через двойное отрицание. Звучит это так. Жизнь несправедлива и не несправедлива. Точка. Вот как-то так взаимоотношения между жизнью и справедливостью и выстраиваются. То есть говорить, что жизнь справедлива – это тупость, говорить, что жизнь несправедлива – это тупость, а говорить, что жизнь несправедлива и не несправедлива – это более умная позиция, мне кажется. Стоит ее придерживаться. У вас есть один киноопыт, когда вы актеры. Я был одним из, видимо, немногих зрителей фильма «Жесть». Мне кажется, там далеко не было успешно все в прокате. Но я его смотрел в кино. Да ладно? Да, в кино. Я помню даже, я водил девушку там на свидание. Вот. Ничего не получилось не только с кино, но и со свиданием. Вот. Понятно. И я вообще не знал, что эти страшные. Меня и некоторые сцены испугали, особенно когда... Сейчас будет спойлер, когда запороли. А ты запорол его? Да, ты кидал нож, конечно. А я, да? Да. Просто это Слава по сюжету Разжигаева было так зарезал. неожиданно. Вот фильм, вы считаете его, как и по неудачей, вот, но Да, но он ей не является, мне кажется. не является. И удачей Да, фильм? Не удачей, вы считаете, вы, да. Ну Но да, он абсолютно ну, не... да, но общая неудача коллективная. Сюжетный поворот все-таки, я как зритель, один из 5, кажется, зрителей, присутствующих в зале, ну, я прямо, я думал, что вот этот вот человек, вот этого размера, он там, чтобы всех победить злодеев. И когда ему в солнечное сплетение попал этот нож, я был шокирован, ну, вот почти так же, когда там поворот сюжета у Макдонаха в 3 билборда был. Вот, неожиданно. Неожиданно, да. Как да нет, вам- а фильм-то, ну, то есть он как бы, видимо, не очень, да, получился, но сценарий был неплохой, по-моему. Сценарий был Как его, Мурзин? Мурзенко, был такой Мурзенко. питерский неплохой сценарист. Ну, я надеюсь, он, может, и есть. А что у него было самое известное? Что-то было. Антикиллер, по-моему. А, да, это та же продюсерская команда делала, которая антикиллер, да. Вот, но там просто как-то что-то не заладилось, какие-то личные отношения с продюсерами, и в результате как-то засралось, и в результате там уже озвучивали, мы что-то не захотели озвучиваться. Ну, Да, озвучивали нас там не мы, как бы. не вы переозвучены Мы там, как-то, да, да. с ними, в общем. Вот, ну, Потому что вы поругались на момент озвучки. Да, мы просто не на момент, до момента озвучки как-то у нас возник неразрешимый конфликт, и мы перестали как-то с ними коммуницировать, с создателями. вот, но с другой стороны, просто надо было понимать, что это немного не наша игра, и, в общем, не надо было туда лезть, в это все кино. Как бы. Ну, так это уже, так Ну сказать, да, к в общем. вопросу выводов каких-то. Вы поздно это поняли. Ну, до озвучки. Но после Одного съемок, опыта да. нам хватило, да, в кино, чтобы понять, Между что это не съемкой и наша амплуа, озвучками. так сказать. Если не знать контекст, Да. вы выглядите очень органично. Абсолютно на своем месте. Шило в этом шлеме. Очень прикольно. Ну, там мемы были какие-то. Да. Этого что-то надо, кто-то когда-то в свое время. Для вас в изучении культуры, в понимании мемы — это важная вещь. Это смешная вещь, если они удачные. А все, что смешное, это как-то, ну, нельзя его назвать неважным. Это полезно, да. Мемы, есть гены, есть мемы. Мы можем оставлять... Мем это как бы такое культурологически-философское понятие, существующее задолго до мемов, вот в нашем понимании, как картинки и тексты в интернете. Мем, человек может оставить после себя гены, либо мемы, либо и то, и то. И все, как бы. Мем как что-то, что не ген. Конечно, а как можно мемы не любить? Просто все, что не гены, то мемы. Когда «Кровосток» только появился, и ты публично появлялся, там, давал некоторое количество интервью и просто появлялся где-то в паблике, ты выглядел иначе. Ты был в другой физической форме. Я похудел за последнее время. Это когда? Ну, так сильно ощутимо, наверное, за последние года 1,5-2, что-то такое. Сколько ты сбросил? Ну, килограмм 10, может, 15. Резиночки? Резиночки, питание. Ну, это прям была цель или просто что-то заставило? Влияние Антона? Возраст. Да нет, ну как-то самому захотелось, в общем, как-то чуть уменьшиться. Вы видели клип на биографию, снятый нейросетью? Я, да. Нейросетью? А это что там, где какие-то... Где биография, и там вот это все, ну вот как нейросеть, вот сначала рисовала типа акварелью с потеками. что ты, да, ну да. Не-не, а ты не вспоминаешь или просто это? Давайте я напомню, потому что, мне кажется, это прям... Вот ты же вот это смотрел. Да. Да, да.
Ты не видел? Видел, по-моему. Что думаете? О чем? Песня веселая. Нет, это про клип, про вот это сочетание. Когда искусственный интеллект вторгается в творчество. Ну, вот пока то, что мы видим, ну, просто так, я не знаю. Не, ну, понятно, что это очень круто. До этого этого не было. Нельзя было там написать «нарисуй мне женщину». И... Да, многие художники потеряют работу, но не самые лучшие. Да, да, имеется в виду, ну, пока это такой уровень как бы средний. Ну, вот это что напоминает? Это напоминает предъяву, которая Металлика в свое время бросила как бы вот... Джеймс Хэтфилд. Да, Хэтфилд говорит, что вот вы типа говорите, что продюсеры, ну, мир продюсеров, вот то, что было плохо, а сейчас вот то, что вы все свободные у себя там в спальнях что-то лобаете на вот как бы 3-копеечных как бы какой-то компьютерах, это хорошо, вы свободные, да, вы там, вас стримят. Но музыка ваша говно. Как бы, вот супергрупп-то нет, как бы, звук-то похож один на другой, как бы, ну и так далее. А вот в продюсерские времена, вот мы как бы, у нас, ну, в общем, в металлику по звуку отличить от неметаллика. Ну и есть до сих пор. Очень, да, и есть, как бы. И в этом, то есть нейросеть — это очень средние изображения, очень похожие друг на друга, которые действительно убьют средних и плохих каких-то иллюстраторов, как бы, как и средних плохих копирайтеров и журналистов убьет текстовой GPT, и средних рекламщиков и визуальщиков убьет, уже есть же этот самый, ну, который кино снимает. Как бы эстетически это не уровень. Вот. Хорошего уровня это пока не дает. Ну, то есть вы верите, что божьей искры там нет, и поэтому... Это нет, конкурентное там нет преимущество. стиля. То есть это один и тот же стиль, который узнаваем сразу. Блин, боюсь, что стиль-то точно можно настраивать. Это натренировывается. Пока они его недостаточно настроили, чтобы он был каким-то штучным. Вот, я Я тоже много слышал и читал про то, что все можно, но все, что я вижу, я сразу понимаю, что это. Оно в одном стиле. Вот Да. сначала было с подтеками вот это, а сейчас появилось такое а-ля 3D-мультик, но он тоже всегда примерно одинаково. Ну, в общем, как бы выглядит. насмотренный глаз понимает, что это такое. Пока. Может быть, потом Да, это изменится. потом, может быть, в Но нем появится вопрос- искра, но пока ее нет. Да, вопрос, насколько он может создавать новый стиль. Там, не знаю, в письме. Ну, то есть просто имитировать существующее, да. А вот насколько как бы создать что-то новое, я не хочу сказать, что нет, то есть тупо как бы, но пока нет. Тут посмотрим, да. Слушай, а к предъяве Хэтфилда ты как относишься? Она справедлива? Да, во многом. Ну, по факту. Просто сейчас группа, там о качестве музыки можно спорить, это субъективный, ну, в какой-то степени вопрос. Но она вся недолгая. Вот групп, которые десятки лет ну, существуют и остаются супергруппами, которые вот может стадион собрать, их, ну, не знаю, либо я уже в таком возрасте, что я не очень внимательно за этим слежу. Но мне кажется, таких вот супергрупп, как там, ну, вот та же Металлика или там... ну, там, Оззи Осборн или там Майкл Джексон. Это люди, это лучшие люди с лучшими ушами, занимались, выстраивали звук группам, какой-нибудь там Рик Рубин, какие-нибудь там люди. Это... А сейчас, ну, просто сидит один подросток в спальне, он может дать послушать другому подростку в спальне, и они решат, хорошо это или плохо, без Рика Рубина, как бы. Вот. Ну, и вряд ли это будет прям очень хорошо. Ну, может быть, а может быть и нет. Но я имею в виду, что индустрия как бы вкладывания в железо, в людей, в звук, в уши, как бы, ну и так далее, это могли себе позволить лейблы, как бы, вот, которые, ну, как бы, все это длили во времени и привлекали профессионалов и железки. А что нужно еще в музыке? Профессионалы и железки, как бы. Должен появиться дядя, который должен сказать, вы тут должны подкрутить сюда, а тут сюда, как бы, и будет Ну, талант все-таки. Безусловно. Но и это вопрос же не просто как бы пения голосом. Это вопрос задействования каких-то электрических приборов, которые надо знать. У них есть какие-то свои там
показатели, которые надо уважать, частоты, которые не надо превышать туда или сюда. Ну, в общем, что-то надо знать помимо просто желания создавать музыку, чтобы она была, ну, чтобы ее потом другие слушали. И это, ну, в общем, это надо знать. Это требует времени. Либо привлечение людей, которые это знают уже. Я не хочу... Нет, сейчас хорошее время, можно развиваться. Действительно, сейчас... Зато ты по интернету можешь за $100 этого человека привлечь, там, из Америки, джентльмена, он послушает и там тебе что-то покрутит. Вот. Такое есть, но... В общем, в словах парня из «Металлики» есть тоже своя истина. Есть ли какая-то штука в жизни, о которой ты мечтаешь? Сложно сказать, я вообще не очень стараюсь, ну, мечтать, как бы, но я имею в виду, а представлять себе какое-то позитивное будущее. Не то, что мечта, но я мечтаю на этой своей жизни вернуться домой в Россию. И что Россия будет такой, что я смогу в нее вернуться. Но не то, что это прям дрим. Не, в общем, в общем-то, и так неплохо живется, но понятно, что я родился и огромную часть своей жизни там прожил, как бы, ну, это моя родина и мой дом, с которым происходят очень страшные и непонятные вещи, и, в принципе, я надеюсь, что как бы все изменится, и я смогу вернуться туда. Ну, моя надежда невелика. Извините. Я очень рад, что твоя органика, она позволяет смеяться даже после таких пронзительных и невеселых ответов. В «Сердце майора» читается... Без пиздеца не получается. Не получается без пиздеца. Будет ли время, когда у нас будет получаться без пиздеца? Не знаю. Сейчас бы нам хоть с пиздецом бы получилось, знаешь, Юр. А если получится, то, может, потом в какой-то момент и без будет. Но пока нет, точно. 6 лет назад я попросил тебя описать парой или тройкой фраз десятилетия. И когда я попросил это сделать с 10-ми годами, ты сказал, процитировал Сергея Смирнова из «Медиазоны» и сказал «будет хуже». Опиши, пожалуйста, 20-е годы. 20-е, вот, которые идут. Которые идут. Будущее туманно. Или, если прокомментировать это названием одной из гексаграмм книги «Перемен», еще не конец. Слушай, ну это гораздо позитивнее, чем «будет хуже». Посмотрим. 6 лет назад я спрашивал тебя про Pussy Riot, и ты говорил, что классная акция в храме, и в ней, я не вижу, ты говорил, никакого оскорбления чувств верующих, и в этой молитве было больше христианского, чем в том, что делает Путин. Даже я при всем там поддержке Pussy Riot и там своем очень либеральном отношении к более-менее всему, тогда это могло показаться, ну, спорным утверждением. Но, блин, сейчас, когда 2 года войны прошло, ты понимаешь, что фраза «Богородица, Путина прогони» — это же действительно была настоящая молитва во славу христианских ценностей. Да. И это то требование, которое на месте Богородицы я бы немедленно тогда удовлетворил, Да. избавив нас от большого спектра проблем. Как бы сразу, как было получено, надо было так и все. А девочки искренние и смелые, молитва была от души, вообще нисколько в этом не сомневаюсь. Жаль, что так не работает. Жаль. Вопрос к Богородице. Да, это не к нам. И финальное. В чем сила? Сила в регулярных спортивных нагрузках. И выносливость тоже. И финальное. В чем сила? Сила? Ну как, в регулярных тренировках с резиночками. В планочке, турничке, отжиманиях и приседаниях. И дух должен быть ясным, чистым, сильным. Вот. Как-то так. Совокупность.